Здравствуйте, уважаемые господа. Я рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре ИРТЕ. У нас это называется заседание общественной организации. Общественную организацию или заседание общественной организации, посвященное начинающемуся празднику 8 марта, объявляю открытой, товарищи. Ура! Не из-за того, потому что я сейчас говорю как настоящий мужчина, из-за того, что у женщин завтра начинается праздник, женский день, из-за этого от меня вам всем подарок. Итак, сегодня мы выложим прямо сюда ссылку для тех людей, которые являются в общественной организации участниками, и у меня сегодня появилось желание и идея подарить вам в подарок мою обновленную первую ступень. Также сегодняшний наш вебинар будет посвящен тому, что я буду давать вам или зачитывать отрывки из своей книги, которая называется книга, сейчас еще никак не называется, а вообще она будет называться, скорее всего, 300 выводов. Огромное количество выводов. Сегодня я хотел бы ее зачитать вот так по чуть-чуть, и это будет очень интересно. Сегодня круг не буду формировать все-таки, потому что есть люди, которые только пришли к нам. Те люди, которые только пришли, впервые присутствуют на семинаре ИРТЕ. Я разрешаю всем сегодня войти в круг. Можете не просить у меня разрешения, все в порядке. Поэтому, когда у нас будет заканчиваться наш вебинар, я обязательно сброшу ссылку, и эта ссылка будет действовать до 13 марта. До 13 марта все желающие могут распространить эту ссылку и дать всем знакомым своим, которые могут совершенно бесплатно от меня скачать первую ступень эзотерической школы Кайлас, совершенно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. Желательно, чтобы это были ваши знакомые, друзья. Посвящайте подаренную ссылку вашему материальному благополучию и так далее. Конечно же, дам ли я сегодня какие-нибудь эзотерические знания, которые улучшат ваше состояние? Ну, конечно, что-нибудь эзотерическое обязательно тоже подарю. Итак, Александра Кинзера, здравствуйте. Алена, здравствуйте. Алексей Чепель, здравствуйте. Александра, здравствуйте. Добрый день, Андрей Андреевич, Юлия. Нас сегодня достаточно много. Я сейчас попробую посмотреть, сколько нас человек присутствует. У нас уже присутствует 1318, уже 320. 1330, вот мы добавляемся, получается, по чуть-чуть, ура. Вы неоднократно говорите о практике «я счастлив от того, что нас окружает или что мы имеем в своей жизни». Но вот вопрос. Будучи истинным философом, Сократ верил, что мудрый человек инстинктивно ведет скромную жизнь. Сам он даже не носил туфли. Отлично, я его поздравляю. Хотя его всегда тянуло на базар поглазеть на всевозможные товары, выставленные там. Когда один из его друзей спросил, зачем он так поступает, Сократ ответил: «Мне нравится ходить туда и осознавать, без скольких вещей мне приятно жить». Получается, высокая духовность проявляется не в знании того, что ты хочешь. Духовность проявляется в понимании того, что тебе не нужно. Так ли это? Высокая духовность, сейчас я сначала начну все-таки о высокой духовности. Высокая духовность заключается в том, что человек ощущает постоянно состояние доброты. Высокая духовность заключается в том, что человек не находит в себе силы быть добрым человеком. Он не находит в себе силы быть добрым человеком в тот момент, когда вокруг все злятся. Он находит в себе возможность быть добрым, когда ему угрожает опасность. Этот человек остается добрым в тот момент, когда другой человек застрелил или убил, или отомстил. Доброта, она исходит, и я считаю, что это очень важный такой ключевой момент в тот момент, когда человек взращивает в себе вот такую высокую духовность, которая не связана с нежностью, она связана исключительно с состоянием доброты. Почему Сократ не одевал, и почему Сократ носил, и почему Сократ отрицал вещи и так далее. Дело в том, что Сократ, он немножечко страдал. Почему? Потому что та философия, о которой говорил Сократ, она делит. То есть если в философии есть те люди, которые осуждают тех людей, у которых есть вещи,
и осуждают тех людей или принимают тех людей, которые вещи игнорируют, то тогда практически эта философия делит людей на два противоположных лагеря, где одни люди занимают позицию осуждающих, а другие люди занимают позицию страдающих. Таким образом, его философия, она фактически должна была привести к тому, что у этих людей появилось бы страдание. То есть деля людей на тех людей, кто должен презирать имущество, и на тех людей, кто не должен презирать имущество, Сократ фактически нарушил одно из основных правил, которое существует в нашей школе, и это правило звучит так: адвайта, то есть мне все равно, что есть на них, и мне все равно, что есть на мне. Мне это не беспокоит, я ни при чем. Таким образом, деля, он фактически разделял людей на части, а когда человек делит людей на части, то он таким образом делает все для того, чтобы между ними появилось противоборье. В случае, если этих людей делить на части и между ними будет происходить противоборье, то в дальнейшем один из лагерей начнет быть в противовес другому правым или утверждать свою истину. Таким образом, между ними будет появляться конфликт. Таким образом, Аристотель, который сказал о том, что нужно не обращать внимания на то, что там у него есть обувь, и там вести себя, автоматически разделил на тех людей, у которых есть возможность покупать, и они не хотят, и есть возможность не покупать, и они не хотят. Понимаете? То есть он начал делить лагеря. Вообще с Аристотелем не все так легко. Первое, Аристотель закончил плохо. Второе, Аристотель создал философию, которая не привела к состоянию счастья. Вот смотрите, почему я не поклонник Иисуса Христа. Иисус Христос создал философию и доктрину, которая прожила 2000 лет. Но эта философия и доктрина для людей, которые ее исповедовали, не привела, к сожалению, большинство из этих людей к состоянию счастья. Если, по моему мнению, в моей концепции духовность является проявлением доброты, то тогда давайте рассмотрим, знаем ли мы концептуально тех людей, которые исповедовали христианство и могли прославиться ярким состоянием или проявлением внутренней доброты. Скажите, мы много таких сподвижников видим? Ну, это нечастое явление, скажу вам так. Скажите, концепция конфуцианства. То есть Конфуций говорил, что люди, которые изучают конфуцианство, они могут прийти к состоянию радости, к состоянию счастья. Почему тогда эта философия не доказала, что люди могут быть счастливыми, используя методы данной философии? Почему Сократ не создал такую философию, которая бы привела людей, а ведь уже очень много лет прошло, насколько я помню, уже больше 2000 лет, как существует философия Сократа. Вы понимаете, почему не было среди философов людей, которые бы прожили счастливо? Почему один из самых знаменитых психоаналитиков и психологов, который создал просто новейшую психологию, связанную с рассмотрением вопросов сексуальности или сексуального роста человека, Фрейд, так плохо закончил? Почему он не женился, закончил сам, умер в двухкомнатной квартире? Почему после его смерти еще какое-то время никто не знал о том, что он умер? Естественно, его нашли потом совсем не в хорошем состоянии, его даже похоронить хорошо не смогли. Где счастье в этом всем? Почему этот человек был несчастлив? Почему он жил сам? Что его не удовлетворяло? Почему он не хотел жить с женщиной? Почему... Это как заточение было. По словам тех людей, которые знали его, этот человек не хотел общаться в обществе, то есть ему было чуждо общение с социумом. Он неохотно принимал людей, просто писал книжки, их периодически публиковал и так далее. Есть другой образ, это образ, который создан его последователями, а также писателями, которые создавали образ Фрейда. На самом деле, если читать его философские взгляды или психологические философские опусы, то мне кажется, что у этого человека у самого было достаточно большое количество проблем. То есть также там, кого угодно можно звать, рассматривать Юнга, который был влюблен в женщину с психическими отклонениями, который прожил всю жизнь со своей женой и очень плохо закончил в своем взрослом возрасте, полностью отказавшись от всех своих философских доктрин, психологических идей и полностью перейдя на сторону буддизма, написал этот знаменитый, просто разрушающий его психологию опус Карл Юнг и Бардо Тодол, или «Тибетская книга мертвых». Вы понимаете, много было вот таких людей, которые, по идее,
создавали философскую доктрину, но не были подтверждением яркого счастья, которое могло бы привести за счет философской доктрины, могло бы привести этого человека к состоянию счастья. Естественно, может ли социум влиять на доктрины? Ну, конечно, социум может влиять и должен влиять. Наверняка, если бы у нас было тепло, я бы не страдал, ходя без обуви. Но я бы хотел посмотреть на Сократа, который бы приехал сейчас в Киев и походил бы босиком, знаете, отвергая возможность покупки обуви. Знаете, очень, очень хорошо говорить о том, что люди сволочи, они все время замерзают, им все время надо уголь, они должны греться, находясь при этом в теплом крае, в Египте, покупая мясо за 3 копейки, каждый день выпивают 2 стакана свежевыдавленного апельсинового фреша, знаете. То есть очень удобно жить на $100 в месяц, находясь на берегу моря и не оплачивая квартплату, согласны? Но вот после этого попробуй поживи. То есть насколько доктрина отрицания могла бы помочь человеку жить в нашем социуме? Ведь никто не говорит, что это было плохо или хорошо. Я просто говорю, насколько утвердительны были те выводы тех людей, которые об этом заявляли. Именно поэтому у меня в свое время и возникла идея все-таки создать философскую доктрину, которая была бы интересной, наверное. Вообще, по поводу женщин, хотел бы сегодня сказать следующие слова. Женщина, она имеет... Женщину нельзя подкалывать. Почему? У женщин настолько большое количество хороших качеств, что в тот момент, когда захочется подколоть, то нужно вспомнить о хороших качествах и все равно сказать лучше о хороших качествах. Начинайте относиться к женщине, находя в ней хорошие качества, и ищите эти хорошие качества каждый день. Помните, я счастлив, потому что... Так вот, можно смотреть на человека и произносить тоже эти слова. И говорить себе, я счастлив, потому что рядом со мной это женщина. Я счастлив, потому что у нее такие-то, такие-то глаза. Я счастлив, потому что она не голодная. Почему? Такие щечки, там, такое пузико, понимаете, это как раз удовлетворяет мужчину, он в дальнейшем будет радоваться от того, что такая женщина здоровая, красивая рядом с ним живет. Вы представляете, научиться счастью можно, но наш мозг так устроен, что он обязательно должен формировать синаптические связи. И в случае, если мы их не формируем, то мы о них забываем. То есть мы должны себя научить быть счастливыми. И от того, что мы произносим несколько раз «я счастлив от того, что этот человек живет рядом со мной», в дальнейшем обучает нас тому, что мы, не проговаривая, ищем возможности видеть этого человека и ощущать счастье. И чем больше вот таких тизеров или тигеров мы наставим в своей жизни, тем больше в дальнейшем ощущать счастье, или тем больше мы себя научим от всего получать состояние искреннего счастья, радости, скорее всего, и удовольствия. После нашего морского курса поломался ноутбук. Вы представляете? Что это с этими морскими курсами? Надо уже ставить в стоимость морских курсов еще и стоимость ноутбуков, потому что после каждого морского курса я приезжаю, и у меня ломается ноутбук, ломается телефон. Хорошо, в этот раз я не взял свой телефон, меня это спасло. Сегодня я хотел бы рассказать о женщинах, которые посвятили нам свою жизнь. Эти женщины есть и среди вас. Ух ты ж! Как так, знаете, заманчиво даже звучит так. Женщины, которые посвятили свою жизнь кому-то и есть среди нас. Конечно, я хочу сегодня поговорить о матерях. Вы представляете? Оказывается, мать – это тот человек, который безвозмездно, то есть даром, длительное время посвящал свою жизнь тому, что помогал этому ребенку начать ходить, ночью просыпался и так далее. Я даже сегодня в Фейсбуке написал такие слова. Ничто так быстро не ломает судьбу человека, как неумение прощать своих родителей. Посмотрите на себя в зеркало. Ах, какого великолепного человека они смогли вырастить и поставить на ноги. Вы представляете, когда человек говорит, я не могу простить своих родителей, пусть он подойдет к зеркалу и посмотрит на себя. Вас все удовлетворяет. Вы живой, у вас язык есть, глаза не выколоты, волосы на месте, у вас есть позвоночник, ноги сформированы, значит, вы кальций получали. Вы психически более-менее уже здоровы или более-менее до этого момента были здоровы. То есть это говорит ужас. Как там Верка Сердючка говорят, что я морозил, да? Вы выглядите хорошо, а кто в этом, буду говорить по-русски, нужно спросить, кто
кто это создал, да, для вас? Не, нужно сказать по-русски, кто в этом виноват? Потому что людям более свойственно искать того, кто виноват, чем искать все-таки возможности. Вот видите, как иногда бывает. Я говорю, кто помог вам быть здоровым, или быть таким красивым, или вырасти до этого времени, или создать вас, того человека, который вы есть. А другой человек бы сказал, а кто же виновен в этом, что такое существо появилось на свет? Да? Вот если вы считаете, что кто-то виновен, что вот такое несчастное, ничтожное, гадкое существо появилось на этой земле, то тогда вы имеете право обвинять своих родителей. То есть если вы считаете, что такое ничтожество, как вы, не могло появиться на земле, тогда можете их смело ненавидеть. Тогда вот 100% они виноваты были в том, что вы родились, и в том, что вы вот сейчас живете и так далее. Если вы так не считаете, а я хочу открыть тайну, она звучит так. Ни один человек никогда не скажет, что он ничтожество. Никогда. В здравом уме, с правильно сформированной психикой, с хорошим здоровьем человек этого не скажет никогда. Даже убийца или даже там любой человек. Это говорит о том, что родители, как правило, ни в чем не виноваты. Именно поэтому я говорю очень часто, для человека очень важно не думать о том, что родители в чем-то виноваты. Почему? Вот давайте еще раз. Это такой риф вот получился у нас психологический. То есть, если человек произносит... Кто же виноват в том, что такое нехорошее существо, как я, появилось? В этом виноваты родители. Тогда их имеете право обвинять. Но если вы так не считаете, говорите, вот я и такая хорошая, и такая... А кто же виноват в том, что вот такое существо появилось? Вот они молодцы такие. Вот не было бы них, не было бы нас. Поэтому все остальные обиды нужно убирать. И вообще вам могу сказать, что в действительности, что бы они ни сделали, на все было... свое, скорее всего, даже не предначертание, а свое, наверное, время. То есть было такое время. И было такое время, и было выживание, и была миссия, и люди жили тяжело. Вот знаете, с позиции тех людей, которые сейчас живут в постсоветском пространстве, в наше время, очень хорошо разговаривать о тех плохих людях, которые жили тогда. Но очень часто люди просто не понимают, что тяжелейшая работа на заводе, тяжелейший прессинг власти, тяжелейшая система, которая вставила человека в какую-то одну систему, и из этой системы не было никакого шага, ни влево, ни вправо. Музыку не слушай, штаны не одевай, так не моргай, так не расчесывайся, на этих не смотри, с этими не общайся, вот сюда не ходи, так одевайся, в это время ложись. И это все пресекалось. Люди не жили в состоянии свободы, они жили в шестеренках. Они были как шестеренки одного механизма, который полностью забирал свободу. И для того, чтобы человек не разговаривал, ему давали сверхтяжелую работу, в которой он с утра до ночи работал. В истощении приходил домой, еле ползая. Дома он не мог никак расслабиться, потому что он включал телевизор, и там была власть, которая диктовала ему свои условия жизни, свои идеи там, и так далее, и так далее. Люди вырастали, люди выживали, и им было тяжело. Они жили в состоянии таком, как будто они проживают целиком не свою жизнь. Конечно, они в это время создавали какой-нибудь стресс, или там было пьянство, или там несправедливость кому-либо. Но это все можно сейчас объяснить. Мы же не живем в это время, понимаете? Нам сейчас легко. Мы можем неделю лежать в интернете, клацая 2 кнопки на мышке, и при этом не умереть с голоду. Понимаете? Почему? Через интернет уже клацая 2 кнопками мыши можно при знании там ведения бизнеса зарабатывать какие-то деньги. То есть можно ли сказать, что у нас же стало легче? Можно. Что сейчас очень много людей на заводах работает? Их вообще практически нет, этих людей. Заводов нет уже. Можно войти в круг? Конечно. Все, кто сегодня хочет, все могут войти в круг. Родную мамочку свою, Наталью Горковченко, маму, поздравляем с 8 марта. Будь счастлива, мама, с уважением, Илья. Ну что ж такое, Илья, надо было написать. Почему ты не заходишь под своей собственной страницей? Нехорошо писать. Наталья Горковченко пишет. Маму поздравляю с 8 марта, с уважением, Илья. Ну разве так должно быть? Если ты Илья, будь Ильей, а не на странице мамы поздравлять ее со своим праздником.
Андрей Андреевич, можно войти в круг? Рада вновь вас видеть. Можно. Андрей Андреевич, на первых кругах школы мы давали клятву. После вы проводили обряд от отключения клятв данного человека. От клятвы РТЕ вы нас тоже отключили? Нет. Клятву РТЕ вы дали, вам придется ее соблюдать. Нажмите на кнопку 5, самый верхний. Ага, не понял, это не мне. Можно войти в круг? Всем можно войти в круг. Здравствуйте, присутствуйте. У меня нет на экране, ребят, трансляция идет. Скажите, все видят меня? Вообще я тут не просто так разговариваю. Тут уже так много было сказано. Идет трансляция. Ой, как хорошо. Вообще, как можно очень быстро изменить свою судьбу? Вообще, моя такая рекомендация, она очень веселая. Изменить свою судьбу можно, если как можно чаще удивляться. Представляете, как можно чаще удивляться. Вам человек говорит, у тебя прорвало газ. Вы говорите, ух ты ж, наконец-то, я даже и не знала, это такая интересная игра. Вы представляете, если человек начинает удивляться, это очень изменяет его жизнь в лучшую сторону. Что бы ни сказал, человек говорит, я тебя ненавижу, вы говорите, да ты что, вот это да, как же ты до этого дошел? Вы представляете, удивление очень изменяет вашу судьбу. Также удивляться можно еще и так. Допустим, у вас есть бизнес, и этот бизнес не продает ничего. Можно идти возле своего магазина и как будто нашли ключи. Поднимаете, говорите, ух ты ж, ключи нашел. Потом, ух ты ж, от этой двери подходит. Ух ты ж, какой красивый магазин. Ух ты ж, будет моим. Ух ты, сколько здесь товара. Вот если вы зайдете в этом случае в свой магазин и начнете продавать в нем, то у вас будет самый успешный бизнес на протяжении многих лет. Представляете, почему? И чего не хватало? Люди, я вас прошу, будьте эзотериками. Основа эзотерики заключается в том, что человек удивляется. Это основа эзотерики. Почему рыбу не можете поймать? Нужно брать удочку и говорить, ух ты ж, какая удочка. Потом забрасывать, говорю, ух ты ж, вот это да, там рыба. Посмотрите на детей, они удивляются всему, у них все очень хорошо получается. Когда у них все начинает разрушаться, в тот момент, когда они перестают удивляться жизни. Ух ты ж, Соня. Вы знаете, есть такой дар эзотерический, он звучит так. Эзотерический дар – умение слышать ответы на задаваемые вопросы. Это очень хороший эзотерический дар. В случае, если человек умеет слышать ответы на задаваемые вопросы, то тогда у него полностью исчезает желание в дальнейшем задавать вопросы. Потому что тот человек, который задает очень много вопросов, имеет отклонение. Это отклонение заключается в том, что он не слышит ответы. Потому что он хочет услышать тот ответ, который он знает, и не хочет услышать тот, который ему... Именно поэтому возникают вопросы вновь и вновь, вновь и вновь, вновь и вновь. Поэтому один из самых лучших эзотерических даров – это все-таки возможность видеть или возможность услышать ответы, которые задаете. Когда человек получает несколько раз ответы, то потом вопросов задавать не хочется. Ну что уж с этим моим ноутбуком. Сейчас, извините. Ох ты ж, боже мой. Ох ты ж, боже мой. Сейчас я извиняюсь, еще раз зайду. Николай Геринг написал, ух ты, находил ключи и продал квартиру сына. Это один из самых лучших методов. Мне одна женщина прислала фотографию такую, она сидит и 6 больших форелей. И она говорит, вы не поверите, но только у меня был клев. Почему? Потому что, говорит, я сделала все, как вы научили. Подошла и говорю, ух ты ж удочка, ух ты ж рыбка там, наверное, будет. Ух ты ж первая. И все, после этого начала ловить все. Прошла вторую ступень, постоянно хочу кушать. Это нормально? Конечно. Очень соскучился. Можно войти в круг? Можно. Продолжаем. Итак, я сегодня вам зачитываю и комментирую мои опусы, которые называются опусы из книги, которую я скоро буду выпускать. Она называться будет «300 выводов». Как мы ее назовем, участники РТ? Как мы назовем мою книгу «Выводы» или «300 выводов»? 300 выводов от умного человека? Как это можно назвать?
Когда вам плохо, обвиняйте в этом себя. Обвиняйте в этом себя. Но когда вам плохо, обязательно не теряйте веру в себя. Понимаете? То есть, если вам плохо, можно себя обвинять. В этом ничего страшного нет. Хотя я всегда говорю, сам не виноват. Почему? Всему можно дать объяснение. Но веру потерять очень легко. Именно поэтому я говорю, что если вы хотите, то сделайте так, чтобы у вас вера не пропадала. То есть как бы вам не было плохо, не нужно ни обвинять, ни критиковать. Верьте, что все равно сможете все исправить, что все равно будет все хорошо. Ведь тот, кто живет с верой, это написано во всех книгах, тот обязательно получает то, что он хочет. Сегодня женщина одна написала мне: Андрей Андреевич, была такая практика, 3 пальца, дотрагиваться 3 пальцами, плевать на палец, после этого поворачиваться и плевать через плечо. Начала каждый день плевать на свой сустав, который болит вот таким образом, и за 7 дней сустав, который болел там несколько лет, боль полностью ушла. Вот бегаю теперь там на лесенках, все полностью ушло. Что ей помогло, как мы думаем? Ей же не помогло 3 пальца, вы представляете? Ей не помогло 3 пальца, ей помогла вера, что это поможет, вы представляете? Это вот, а это просто механизм, который помог. Вот эта лопата, которая там вот так постучу, сконцентрируюсь, и это пройдет. Вот она делает это 5 раз, верила, что это поможет, и это ее излечило, вы представляете? Точно так же было бы, можно было бы придумать там любое другое средство. Знаете, сколько средств в своей жизни я придумал? Удивительно хорошо работающих. Удивительно хорошо работающих, но работающих только в том случае, если человек прошел у меня ступени и очень хорошо меня знает. Там знаете, какие средства были? Я сейчас на ходу буду придумывать. Одна женщина обратилась, говорит, у меня жуткие угри на коже, Андрей Андреевич, чем помочь? Я ей сказал, возьмите молоко, вскипятите, выдавите туда лимончик, когда оно свернется, накладывайте на лицо. Начала накладывать, все начало исчезать. На ходу было придумано. Там мужчины очень сильно, там вылез полип какой-то на теле, на шее, там узел, врач сказал, нужно оперировать, то же самое. Что мне делать? Молочко с лимоном. Почему? Вообще не знаю почему. У меня есть еще там взбитое сырое яйцо с медом. Болит позвоночник. Взбей сырое яйцо с медом. Нет, соль добавь тогда это поможет. Раз Дуйко сказал, буду пользоваться. Потом пишут, Андрей Андреевич, помогло, как? Вот не знаю. Я ни при чем, понимаете? После этого даю одним, помогает, даю другим, не помогает. Почему? Понятия не имею, вы представляете? Понятия. Но когда вера большого количества людей крепнет, то такие банальные советы, как нитка зеленая, перевязанная поперек или там на пояснице, помогает, вы представляете? Она помогает, потому что это Дуйко сказал. А сказал бы Петя Иванов какой-нибудь, ничего бы не помогло. Почему? Это эзотерика помогает, друзья мои, это ваша вера. И мое, наверное, и моя харизматичность. Вот так. Вы представляете, вам настолько хотелось, чтобы это помогло, что это помогло. А почему помогло, если человек дал? Потому что он говорит, есть один человек, и всем помогло. Одевай, тебе поможет. Вот так оно работает, вы представляете. А если не будет зеленой нитки, то будет там какая нитка? Зеленая уже из песни слов не выкинешь. Она такому большому количеству людей помогло, что уже будет помогать, даже если меня не будет. Представляете? Не стоит забывать, что существуют еще и вот такие там магические, они же психические, они же еще какие-то такие элементы, которые не стоит отрицать, скорее всего. Саша, мне видно? Да, слышу. Да. Пользовались вашими кодами и именем. Не поверите, спала отлично. После травмы прошло всего лишь 5 дней. Завтра уже лечу в Мадрид, хотя в госпитале сказали лишь 5, минимум 2 недели. Спасибо, Андрей Андреевич. Согласен. Дело в том, что я сегодня хочу рассказать о магии и магах. О, это очень хорошие слова. Я даже найду статью такую, также вам... Да что ж такое, Куда оно делось? Все в шоке. Простите, у меня... моральный сбой просто. Мой ноутбук как хочет, так и живет. Я не успел дотронуться, он раз что-то и убрал. Открываю утром ноутбук, а там ничего. Смотрю, там ни одной папки, ничего. Я поворачиваюсь и говорю, как теперь на нем работать? Что с тобой? Я, конечно, сегодня расскажу о волшебниках и, наверное, колдунах и волшебниках. Или сказочниках,
наверное, нужно сказать сказочники и волшебники. Да? Существует два типа людей, сказочники и волшебники. Итак, сказочники. Давайте с волшебников все-таки. Волшебники – это очень успешные люди. Найти их очень несложно. Они красиво выглядят, они загоревшие, у них белые зубы. Они добрые, у них очень все получается, у них хорошая семья, там, здоровые дети. Они носят, да, на мне костюм Бриони, я ношу костюм Бриони, представляете? Они носят костюм Бриони, это ж дорого, наверное, правильно? То есть там туфли какие-то там и так далее. Я не хорохорюсь. При этом этому человеку, ему как бы все дается. То есть что бы он ни начал делать, вот там нечаянно это сделал, все, это покупают, это хотят, это у него получается. Нечаянно это сделал, это покупают, это хотят. Нечаянно туда плюнул, там проросло, это начало получаться. Почему так происходит? Потому что этот человек очень длительное время занимается эзотерикой. Очень длительное время. Я могу сказать вам, что я прочитал в своей жизни такое большое количество мантр, что на голову здоровый человек это не оденет. А когда был холостой, то субботу, воскресенье занимался исключительно только чтением мантр, больше ничем. Каждое утро, много лет подряд, я просыпался утром и по 4 или 5 часов исключительно читал все мантры подряд. Кагью, читал вот мантры, которые я давал на первой ступени, какие угодно. Читал, засыпал, потом делать было нечего, снова читал. Или читал книжки, или читал мантры. Представляете? Других задач, других идей не появлялось никаких. Можно ли сказать, что это счастливая жизнь? Нет, конечно, но это эзотерический путь. То есть это работа над собой как эзотерика. Это со временем начало получаться так, что когда начал к чему-либо прикасаться, вдруг начало получаться, понимаете? И это удивляло в самом начале даже себя. То есть это удивляло в самом начале даже себя, потому что хотелось сделать что-то, и это что-то получалось. Вы знаете, какая основная проблема не эзотериков и эзотериков? Не эзотерики могут сделать все. Они могут сделать все, но только до одного момента, пока они не начнут это делать. То есть они на словах могут сделать все, там, все сделать, все предпринимать. Эзотерики могут сделать все, и когда они начинают делать, то что бы они ни сделали, у них получается. Что мешает? Лень просто мешает. То есть когда-то нужно что-то начать делать, и вот тот момент, когда эзотерик, который накопил энергию, начинает что-то делать, у него это начинает получаться. Здесь просто особенность такая, она связана с тем, что обычные люди, они думают, что они в своей жизни могут себе помочь тем, что они хорошо что-то знают, там, а как же успех, а как же везение, а как же фортуна, удача, как же там ровность, как и понимание мира, понимаете, предвидение, это же все целиком эзотерические навыки. И после этого человек говорит, нет, я это все отрицаю. Хорошо, ну так а ты где живешь? Какой на тебе костюм одет? Джинсы. Джинсовый, ну я тебя поздравляю, польский джинсовый костюм. А на тебе, а я вот верю в эзотерики, и на мне Бриони. Представляете, в этом особенность получается. И вот это моя эзотерика, она профессиональная, колдовская. А кто такие сказочники? Это люди, которые рассказывают, но они плохо выглядят, в плохих костюмах ходят, с плохими людьми живут и так далее. Это недавно был такой разговор. Разговаривал с человеком, знаете, мы, когда были маленькие, то нам говорили, ну вот, когда мы учились все вместе, там где-то в институтах, в училищах, то был такой разговор, с кем живут красивые женщины. Красивые женщины живут сначала с теми, кто поступает в институты там, международных отношений там, и так далее. А потом, когда они собирают или женятся на всех красивых женщинах, то остаются потом уже более-менее красивые. Они выходят замуж за тех мужчин, которые учатся в политехах и так далее. А потом уже, которые совсем некрасивые, так не обижайтесь, это у нас так было. А потом совсем некрасивые, они достаются милиционерам, понимаете? Ну, это мы так в советское время шутили. А потом недавно у меня был друг, и он говорит, Андрей Андреевич, ну что же это вот у Юрия Луценко такая некрасивая жена? Я говорю, ну так он милиционер. Ты что, в институте не учился? Давай вспомним, некрасивые достаются милиционерам, все в порядке, все в порядке. Поэтому
Когда вы видите рядом с каким-то человеком очень некрасивую жену, задайте ему вопрос: ты что, в милиции работал раньше или что? Ладно, это тоже шутка, это просто чтобы у нас хорошее такое праздничное настроение было. А? Комсомольцам? Ну, комсомольцам. Я всегда говорю такие слова: не шутите над женщиной. Почему? Любая женщина, она достойна тому, чтобы ей восхищались. Вот хотите, чтобы были хорошие отношения в семье, не надо и слов никаких, достаточно удивления и восхищения. Удивляйтесь и восхищайтесь. Видите ее, говорите: о, или видите ее, говорите: ну какая же. И найдите, за что вы, чем вы в ней, что вот мужчина должен найти в своей женщине то, от чего он восхищается. То есть вот она может за один присест съесть много, это же достойно восхищения. То есть это же не страдание, восхищение. Молодец, вот молодец какая, может вот за раз столько съесть. Или там, а моя жена зато может там трое суток спать, допустим. Кстати, нельзя спать долго, особенно если очень сильно хочется спать днем. Почему? Это одно из атипичных расстройств личности, тревожное состояние и такое тревожное расстройство личности, когда человеку все время хочется спать днем. Человек может сделать все, но только до того момента, пока он не начинает это делать. Итак, чем отличается сказочник и чем отличается сказочник от колдуна? Колдун – это тот человек, который может, хочет и делает. Мне очень нравятся сказочники, которые сейчас в плоти рядом практикуют возможность зарабатывать деньги, знаете, и они при этом не показывают свой доход. То есть их доход, вот, допустим, там недавно я смотрел семинар какого-то человека, и вот он в Ютубе, и он говорит, там, я вам расскажу о бизнесе, я вам помогу в бизнесе, и после этого я начал смотреть, каким же он бизнесом занимается, где его завод из печенья, где его магазин, продающий эзотерику, где его вообще хоть что-то. И в итоге оказывается, что то, что он занимается инфобизнесом, это единственный бизнес. Тогда этот человек не имеет права говорить о том, что он умеет заниматься бизнесом и имеет право давать совет. Конечно же, человек, у которого в семье скандалы, жена ходит с павшими губами и глазами, он не имеет права говорить о том, что у него есть хорошие, искренние семейные отношения, и уж тем более вести семинары, которые связаны с семейными отношениями. Я считаю, человек, который выходит на режим «я буду преподавать эзотерику», или «я хочу преподавать» или быть инфобизнесом или инфопродуктом, должен однозначно быть для человека другого примером. Понимаете, однозначно. Или же, не будучи примером, должен сделать все для того, чтобы за счет эзотерики быть в дальнейшем примером. Такое тоже может быть. По поводу доброты. Я действительно считаю, что высокодуховный человек – это человек, который пришел к состоянию доброты. Доброта – необычное состояние. Оказывается, быть добрым человеком, когда тебя оскорбляют, обижают, критикуют, ненавидят – это очень большая сила. И эта сила – духовность. Представляете, она и есть духовность. Человек говорит, как же, вот знаете, нужно стремиться к высокой духовности. А кто же такой человек, которого вдруг постигло это состояние высокой духовности? Высокая духовность – это внутренне накопленная сила, которая позволяет человеку всегда находить в себе силы быть добрым человеком. Вы представляете, очень хорошо это было описано в свое время Михаилом Булгаковым в книге «Мастер и Маргарита». Когда Иисус Христос пришел к Понтию Пилату, Понтий Пилат сказал ему, почему же ты, не помню, как звали этого палача, который издевался над Иисусом Христом, как его звали, не помните? Почему ты к этому палачу говоришь, что он добрый человек? Он после этого сказал, ну он же человек, значит, он добрый, но он же издевался над тобой. Это ничего не значит. Почему? Потому что для человека, который обрел состояние высокой духовности, элемент проявления доброты, внутренней доброты и возможность ее проявления является ключевой задачей. И эта доброта должна быть искренней. Вот эта сила проявить доброту является одним из основных элементов духовного взращивания в себе. Что мешает появлению доброты? Ей не мешает ничто. То есть человек может быть добровольно добр. Понимаете, добровольно. Это и есть духовный путь. Но, знаете, такие есть элементы, когда люди думают, что духовный путь – это не это. Духовный путь – это молиться, поклоняться, читать мантры.
Духовный путь – это, ну, будь что, знаете, быть ясновидящим, угрожать, быть очень сильным. Но это же все не духовный путь. А что такое духовный путь? Вы представляете, если бы все люди, которые жили вокруг нас, стали бы в какой-то момент абсолютно добрыми людьми. Скажите, это бы сделало жизнь людей хорошей? Вы представляете? Конечно, это все звучит так, даже риторически и, возможно, даже где-то ну, фантастически. Тем не менее, знаете, если бы в один момент все люди стали на духовный путь, и у них появился бы духовный рост, то они бы перестали подкалывать, перестали бы критиковать, они бы говорили, ну ничего страшного, они бы находили выходы вот этих ситуаций, они бы говорили, ну ничего страшного, это произошло с этим человеком, значит, на это он имел какое-то право, значит, ему это было более важным, более нужным. Ну, бывает и так. Я на этого человека не обижаюсь. И после этого точно не обижаться. И представляете, но здесь такие вот слова я скажу сегодня, они звучат как, конечно же, быть добрым, это не значит быть идиотом. Это еще вот тоже важный момент. Почему? Почему-то у нас считается в постсоветском пространстве, вот в русских народных пословицах, о том, что добрый человек, он обязательно дурак. То есть, знаете, Иванушка дурак, который был добрым, но, знаете, он при этом был всегда очень успешным. Знаете, Иванушка дурак был добрым, и это даже в сказках показывали, и он был при этом очень успешным. Но дело в том, что добрый человек – это тот, который может подарить что-либо, отдать свою почку. Но просто, знаете, я как сейчас, как Аристотель скажу, я готов отдать почку каждому человеку, который есть на планете Земля. Но я этого не сделаю, объясню вам почему. Потому что нужно будет выбирать, кому из них отдать, и получается, я тем самым захочу их разделить, а это уже нечестно. Получается, если бы я хотел ее отдать, я бы с удовольствием отдал, но всем, но она у меня только одна. Поэтому я ее одну отдать всем не смогу, а отдавать одному несправедливо по отношению ко всем остальным. Понимаете? Таким образом, я добр настолько, чтобы отдать, но отдать всем я этого не смогу, потому что большинству не достанется. Поэтому я этого не сделаю. Это вот где-то как у Аристотеля, который сказал, что я хожу и смотрю на рынке на ту одежду, которой у меня не будет, от этого испытываю состояние счастья. Вот точно так же и в моей жизни происходит. Я добр настолько, чтобы отдать имущество, деньги, почки и так далее всему миру, но я этого не могу сделать, потому что на всех это будет ничто, и всем, конечно же, не достанется, а тем, кому достанется, остальным не достанется, это несправедливо. С этой позиции лучше тогда никому не отдавать. Правильно? Почему? Я всегда говорю такие слова. Человек говорит, я помогу этому одному. Я ему говорю, а ты что, считаешь этот человек избранным? Его избранным? Я хочу помочь этому человеку. Хорошо, ты считаешь, что он избран, а кто же его избрал? Ты его избрал. Тогда скажи, ты имеешь право избирать среди людей более достойных или не более достойных? Если ты не имеешь права избирать более достойных, на каких основаниях ты имеешь эти права? Вы понимаете? Таким образом, если ты не имеешь права выбирать более достойного или из этого человека делаешь достойного, то ты становишься немножечко таким, как Бог, а человек не имеет права быть или брать права божественные и ложить их на собственные плечи. Скажите, вообще то, что я вам говорю, это вас не раздражает? Ага, давайте проголосуем, пишет вот сейчас Блажевич Елена. Давайте проголосуем за то, чтобы все члены ГО и РТЕ в 2018 году приложили максимум усилий для развития организации в разных направлениях и открытия представительств в разных странах мира. Давайте проголосуем. Кто против? Ура, товарищи! Ура! Теперь надо, знаете, проголосовали. Теперь кто заплатит членский взнос? Проголосовали. Теперь, знаете, после голосования нужно сразу говорить членский взнос. Почему? Ну, раз вы готовы это распространять, тогда кто-то должен. И тут начинается снимать офисы, боже мой, нанимать людей. Сейчас давайте будем книги продавать в каждом регионе. Пожалуйста, Андрей Ильич, давайте. Сколько вам надо книг? 100 штук. Хорошо, давайте свою почту. Но это 100 штук вам нужно будет где-то поставить. Вы знаете, что 100 штук занимает место, ну, я не знаю, там, большого шкафа? Как шкафа? Я живу в общежитии, у меня мало места, у меня собаки, ай, хомяки сверху. Андрей Андреевич, я не могу. Отлично, голосовать-то все могут. Как семечки за собой убирать, так Дуйко должен.
Понимаете, вы проголосовали, отлично. Нужно делать не так. Давайте не проголосуем, а внесем пожертвования, которые в дальнейшем поможет нашей общественной организации развиться. А там людей и так далее не надо. Людей сейчас находит нубук и фрешка, знаете. То есть бог Гугля, туда вкладываешь деньги, они там ищут по поисковым запросам тех людей, которые хотят вступить в нашу общественную организацию, и вступляют они, понимаете. И за это нужно заплатить. Человеческий фактор в этом случае уже не нужен. Нужны только деньги, понимаете. Я очень часто говорю эти слова. В этом мире уже бабло победило зло, только бабла мало, понимаете. И нужно делать так, чтобы его становилось больше. Я очень часто говорю слова. Вы искренне, вам очень хочется помочь общественной организации. Дайте денег. Понимаете? Это ключевой фактор, это ключевые слова мои, понимаете? Если вы хотите, чтобы общественная организация имела много офисов, тогда вопрос, кто их будет оплачивать. Имела работников, вопрос, кто их будет оплачивать. Вы там найдете человека и там в соцсетях расширите. Хорошо, вы это готовы сделать. Сколько времени в день вы готовы этому уделять? Да вы через неделю уже скажете, да зачем оно мне надо? Почему? Потому что денег нет. Почему? Потому что в глубине любого альтруизма находится жажда наживы. Это не мои слова, это Достоевский еще сказал. Я люблю читать просто. Так что все, кто написал «за», сейчас вносят пожертвования. Андрей Андреевич, что если большие четки на узлах развязались? Ничего страшного, совершенно. Я очень люблю женщин. Я очень люблю женщин, и я могу сказать, за что я их люблю. Я люблю женщин за нежность. Я люблю женщин за то, что женщины могут быть искренними, что очень нечасто для мужчин. Я люблю женщин за их постоянство, и это постоянство, которое у них есть, заслуживает уважения. Более постоянного человека, чем женщина, найти сложно. Если мужчина склонен постоянно кого-то искать, то женщина постоянно любить одного и того же человека. Женщина моноистична, женщина склонна к тому, чтобы иметь постоянство, стабильность, ровность. Женщина могла бы быть очень извращенной, у женщины всегда есть возможности измены, но спросите любую женщину, хочет ли она, чтобы это в ее жизни происходило, и ни одна не скажет, что она бы об этом мечтала, ни одна. То есть каждая женщина мечтает лишь об одном персональном мужчине, который проживет с ней всю жизнь. Я вообще скажу вам, что, по моему мнению, духовный путь, он заключается еще и вот в чем. Очень легко найти мужчину или женщину, и женщине, и мужчине. Очень легко даже заиметь постоянные связи, там, непостоянные связи. Легко иметь любовниц, легко находить любовников. Сейчас с интернетом это вообще дело плевое. Знаете, и так может сделать каждый. Но попробуй проживи с одним человеком от самого знакомства и до самой старости. Вот попробуй ради одного, для одного, за до одного. Знаете, попробуй видеть, как этот человек будет стареть рядом с тобой. Попробуй терпеть этого человека или радоваться тому, что происходит. Попробуй для одного прожить до самой старости. Все, это и есть высокий духовный путь. Почему? Потому что духовный путь, как известно, простым. Помните, я говорил о духовном пути, тонах, которые есть в человеческой жизни. Когда человек поднимается, то его тона, они должны быть сложными. Поэтому, когда человек живет ради одного человека, этот путь, он сложный. Он сложный. Конечно, если нет мучений, потому что единственное, что может быть, это бесконечные мучения совместной жизни. Тогда здесь нужно сказать себе: я ищу повод для того, чтобы жить счастливо, или я все-таки имею право жить еще счастливо. И после этого выбрать, я живу счастливо, и после этого находить повод для того, чтобы жить самостоятельно, без криков, ругани, претензий, критики, маразма, алкоголизма. Есть три элемента, которые имеют право разрушить отношения. Первое. Если есть совместный очаг в семье и кто-то ворует, это повод для того, чтобы отношения разорвать. Если есть обещания, данные в самом начале, или если есть обещания между мужчиной и женщиной, и эти обещания не соблюдаются, то эти обещания
повод для того, чтобы в дальнейшем отношения могли разорваться. Естественно, слово обещание можно назвать словом вранье. Естественно, если вранье стоит на первом месте, то тогда семья может распасться. И третье – это агрессивное отношение. То есть если есть крик, агрессивное отношение, отсутствие толерантности, неуважения, то тогда семья может при этом иметь возможность тоже расходиться и завязывать все отношения. Их только три этих элементов. Первый – это вранье, второй – это унижение и ругань, и третье – это, что я там говорил? Воровство, точно. И третье воровство. Спасибо, Таня. Склероз. Ученик второй ступени. Хочу поблагодарить вас за те бесценные знания, которые вы нам даете. Сегодня ребенка заболел зуб. Началась больница, истерика и тряска. Не пойду и все. Применил практику свечения. Дотронулся пальцем, и ребенок успокоился. Взял его на руки и к врачу. Оказалось, пошло нагноение. Если бы не практики, то пришлось бы ехать домой, и все было бы хуже. Точно. Все отлично закончилось. Сын бегает по дому, счастлив, говорит, все нормально. Да, так и есть. Вы знаете, найти самопознание человека, философское самопознание человека, высокого духовного роста, оно начинается при применении определенных систем. Вот в моей философии, моей системой было, что происходит со мной в тот момент, когда я не могу быть добрым. То есть я начинал анализировать, вот почему я сейчас проявил свою недоброту. То есть я очень рано понял, что человек, который очень повлияли книги какие-то, очень повлияли знакомства с определенными людьми, которые, у меня был очень такой знакомый хороший, он был просто верхом толерантности, благородности и доброты. Он хорошо жил, он, к сожалению, уже умер, но этот человек там и состоялся, и стал очень богатым, у него очень хорошая семья была. Я могу сказать, что этот человек настоящий колдун, хоть и не пользовался никогда эзотерикой, не проживая на территории постсоветского пространства, он был очень интересен тем, что он был просто вот вершиной толерантного отношения по отношению к людям, которые живут рядом с ним. Мне очень хотелось в свое время стать похожим на этого человека. И когда я ему задал вопрос когда-то, как вы умудряетесь все-таки оставаться всегда вот таким вот теплым? Неужели это ваш вот такой дар хладнокровности и так далее? Он сказал, самопознание – это то, что тебя научит гораздо быстрее, чем те выводы, которые я тебе буду давать. Так как ты живешь свою самостоятельную жизнь, а я живу свою самостоятельную. Поэтому иногда мои выводы, они для тебя не будут подходить. Но один все-таки опыт, я тебе, или один вывод, я тебе все-таки дам. Этот вывод звучит так. На пути самопознания нужен обязательно рычаг, от которого можно отталкиваться. Так вот, если ты будешь контролировать свое состояние добродетели и будешь понимать, от чего ты становишься недобрым, и как же это можно в дальнейшем убирать, поможет тебе найти в себе рычаги духовного роста. Вы представляете, таким образом, тот момент, когда человек начинает понимать, от чего он злится или почему он недобрый, это есть уже внутренние проблемы персонально того человека, который злится. И вот то, что стягивает человека с духовной лестницы, подавляя его организацию сознания и его чувства, это все связано вот с бесконтрольным проявлением или отсутствием тотального ощущения, что доброту можно проявить. Понимаете? Проявить доброту – это значит тот момент, когда хочется критиковать, сдержаться. Когда хочется вспоминать без конца, не вспоминать. Когда хочется наорать или там предъявить претензию, не сделать это. Что такое доброта? Это возможность поддержки, возможность понимания, возможность жить совершенно другим существом. Потому что людям очень часто не свойственен элемент доброты. И я считаю, это единственный критерий, который может определить высокую духовность человека. Я вообще могу вам сказать, что чем выше духовность, тем проще человеку зарабатывать деньги. Так вот, наивысший элемент проявления духовности – это проявление доброты по отношению к себе и окружающим людям, которые вокруг тебя находятся. Но доброта, еще раз хочу сказать, совершенно не связана с состоянием, которое называется «быть добрым» – это значит быть идиотом. Быть добрым – это значит не выбирать. Это быть добрым – это просто быть тем человеком, который скорее что-то не сделает, чем сделает. Это как с деньгами, или как с моей почкой, да, которую я хотел подарить всему миру. То есть я знаю, что на сегодняшний, еще раз повторюсь, я знаю, что на сегодняшний день есть там 30-50 тысяч человек, которым необходима пересадка почки.
Я с удовольствием готов им отдать эту почку. С удовольствием. Но как я могу между ними эту почку разделить? Я же не смогу разделить между каждым из этих людей свою почку. Не могу, тогда отдавая одному, будет это несправедливо ко всем остальным? Конечно, это будет несправедливо. Тогда имею ли я право делать это ради одного, проявляя такую несправедливость ради всех остальных? Ведь они все заслуживают одинакового отношения к себе. Тогда что я должен сделать? Вопрос. Ответ звучит так. Ничего. Почему? Потому что я не имею права выбирать, кто больше этого заслуживает, а кто меньше. Ну и вот и все. Получается, я не даю людям, которые на улице просят. Почему? Потому что я знаю, что тех людей, которые просят, их миллионы. И уже если мне придется давать, то нужно найти эти миллионы, дать тогда миллионам. А я это с позиции маленького человека сделать не могу. Тогда я не имею права помогать одному. Таким образом, я отношусь уважительно к целой энергии, из которой состоят вот эти люди, понимаете? Получается, не нужно этого делать, да? Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, на какой ступени вы даете практики отрезания ментальных сетей? На 4-й. Андрей Андреевич практикует 3-ю ступень. По поводу семисвечника свечи, обязательно восковые? Нет, не обязательно. Пространство палочкой после этого не нужно чистить. Спасибо. А можно что-то для рождения поколдовать? Есть очень хорошая такая трава, она имеет магическое колдовское действие, она очень уникальная, она называется маточная гвоздика. Маточная гвоздика. Так вот, есть такая трава, маточная гвоздика. Если ее собрать в кулечек, если вы не можете забеременеть, пейте из нее чай. Если вы хотите выносить ребенка, сделайте из маточной гвоздики талисман, соберите в пакетик или в кулечек такой, чтобы пахло, намелите туда эту травку и носите на себе. 100% родите хорошо, 100% выносите навсегда ребенка, 100% будете хорошо себя чувствовать. Не знаете, где купить качественную маточную гвоздику, можете ее заказать у меня. Я продам, у нас все есть. Она очень редкая, это декоративный цветок, совершенно никакого отношения не имеет с цветком гвоздика. Это маточная гвоздика, она внешне похожа на гвоздику, но это совершенно другой цветок. Имеет ярко выраженный цитрусовый запах такой. Используется цветок, как конкретно стебелек. По средам во время белой диеты очень сильно болит голова. Что можно с этим делать? Это правильно. Тогда правильно. Правильно. Болит голова? Правильно. Вы же начали поклоняться Сарасвати. Поклонение Сарасвати – это грубо поклонение энергии молока или грубо вот этому белому посту, доши. Когда вы это делаете, вы должны знать, вы отдаете вот эту пищу этому божеству, а это божество наполняет вас энергией богатства. И эта энергия вас разрывает, вы представляете? А что нужно делать? Пишите, рисуйте, танцуйте и вот что-нибудь где пойте. Да. Я вот сегодня, когда я же побоялся, сейчас именно в 17 минут... Давление поднимается. От белого поста поднимается давление. Я не использую такой пост. Не использую. У меня такое большое количество этой энергии, она мне дополнительно не нужна. Но вам, Юра, и вот тем людям, у которых это появляется, я рекомендую начать писать. Болит голова и говорите, моя книга о том, как я заработал первый миллион. Итак, глава первая. У меня пока еще нет первого миллиона, но у меня уже начинает появляться идеи. Какие идеи? Гипотетически. Мне нужно рассмотреть свои, вот что я имею. Помните, я говорил, как человек должен начинать зарабатывать большие деньги. Итак, первое, что у меня есть? Второе, могу ли я то, что есть, использовать? И обычно человек делает инвентаризацию себя и говорит, у меня нет денег, но зато у меня есть 100 друзей. Это уже бизнес, потому что 100 друзей, это уже не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Это, вы знаете, первые слова, наверное, человека, который занимается сетевым бизнесом, да? Это Алла Пугачева пела. Она, наверное, инициировала появление МММ-компании в свое время. Я специально говорю слова такие, как Алла Пугачева, Николай Печев и так далее. Почему? Дело в том, что это в дальнейшем делает более релевантными мои видео, потому что YouTube снимает эту информацию, и в дальнейшем будут люди писать Алла Пугачева, и будет там лысый дядька, то бишь я, который упомянул это слово во время проведения этого вебинара. Поэтому я в конце, конечно же, скажу о Льве Лещенко,
о Гурченко Людмиле, о Владимире Владимировиче Путине, Владимире Владимировиче Путине и так далее. Почему? О Путине и Порошенко и так далее. Ой, зачем мне нужен Путин и Порошенко? Они нужны, потому что спасибо им, они делают мое видео релевантными в социальной сети. Им кажется, что они живут напрасно, они работают на меня, продвигая мои видео в YouTube. Серьезно, вы мне не верите? Они, да, продвигают мое видео в YouTube, потому что я сказал только об этом. Теперь вы знаете, как использовать их в своих коммерческих целях. Возможно ли начать? Я не говорю о президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине. Я говорю о другом человеке, который не является президентом Российской Федерации, является совершенно другим человеком, однофамильцем, одноименцем и одноотчественником. Возможно, почему я не упоминаю Порошенко? Это связано с тем, что у него плохой рейтинг. Поэтому, когда у него будет такой же рейтинг, как у Владимира Владимировича, я буду упоминать и его. Пока пусть работает над рейтингом. Слишком много сейчас. У меня тоже болит голова. Я ем Рафаэла, как коробочку съем, веселее. Сахар падает у вас, друзья, сахар падает. Оказывается, он стоит, да? Оказывается, соблюдение белого поста Доша – это одновременно еще и такой очень удивительный метод снижения у себя кислотности. Поэтому снижается кислотность, снижается сахар. Соблюдение белого поста снижает глюкозу. А, кстати, есть такое ощущение, будто мозги хуже начали работать во время белого поста. Это связано с тем, что мозгу нужна глюкоза. Поэтому организм говорит в этот день: дай хоть что-то сладкого, дай хоть что-то. Белый пост хочется сладкого? Да, очень. Вечером невыносимо. Невыносимо. Я могу сказать, что я на протяжении нескольких лет соблюдал белый пост Дошу. Там, если белое, это не страшно. Самый страшный пост – это желтый. Есть Доша, я не помню в каких годах, это использование в четверг желтого поста Доши. Вообще это невыносимо. Это пшенка, ее есть невозможно. Я ее до сих пор есть не могу. Кукуруза это, вообще. Мы когда куда-то заходим, и Соня говорит: давай кукурузу в стаканчике поедим. Меня аж дергать начинает. Я ее даже запах не могу переносить. Вот вы так забудете о том, что такое рис. После белого поста Доша, потом рис. Ни молоко, ни рис, ни творог не хочется кушать, ничего. Ничего страшного, что сегодня за то, что боязнь у вас спросить. Нормально или нет? Нормально. Каолин нужно кушать. Голод ощущаю с белой диетой. Все время ищешь еду. Да, правильно. Все время ищешь еду. Сахар очень снижается, глюкоза. Белой дошей можно вылечить у человека такое заболевание, как сахарный диабет. Белая доша лечит заболевание сахарный диабет. Желтая доша лечит заболевания, все заболевания печени. Ну, там с этим тоже не так все просто. У меня 12 марта день рождения. Скажите, пожалуйста, как можно волшебнуть в этот день? Представьте, будто весь мир – это человек. Он к вам подходит и вас со всей силы обнимает. Таким образом, вы будете очень успешным человеком на протяжении всего года. Легко. Тоже колдовать так легко, если бы вы знали. Можно ли пить воду в белый пост? Воду можно пить всегда. Воду можно всегда. Если невыносимо проводить белый пост Доша, то можно выпить даже алкоголь. Небольшое количество. Кстати, по поводу алкоголя. Когда человек выпивает алкоголь, то его тона падают. Как это проявляется? Сегодня об этом даже написал статью. Когда человек выпивает алкоголь, то это выглядит, вот, допустим, вам для того, чтобы ваш магазин каждый день продает, допустим, на $1000 товар. И он продает это 1000 человек. То есть каждый человек покупает по одному товару за $1. Если вы пьете и при этом очень веселитесь, то на следующий день у вас будет снижен тон, и после этого у вас будет не 1000 человек, а будет 2000 человек, которые купят по 50 центов. Или 3000, которые купят по 0,25. Но вы же устанете сильнее. А когда тона поднимается, то у вас будет 1 человек на протяжении всего дня, который придет и на 1000 купит. Но тогда скажите, вам было легче одному продать или легче было продать 1000 человека? Конечно, одному. Поэтому очень часто я говорю, когда тона у человека поднимается, то иногда это сказывается на бизнесе. И выглядит это так. Допустим, даже в моем бизнесе это было так. Допустим, на протяжении целого дня не было людей, которые не приходили в офис и ничего не покупали.
А потом вечером пришло 2 человека, и каждый из них купил. Один на $500, другой на 600 товаров. Это $1200, как обычно магазин торговал каждый день. После этого я понял, что нужно не обращать на это внимания и радоваться. Поэтому на следующий день, когда пришел, начал радоваться, то вновь начали идти все люди, которые раньше приходили, и каждый день начали появляться покупки, которые были от 300 до 500 или до $600. Почему? Потому что если в тот момент, когда вам кажется, что у вас плохо, начать страдать, то вы снижаете тона, и у вас снова будет как всегда. В этот момент надо радоваться. Радоваться. Вообще самое лучшее, когда у вас очень плохо все получается, вам нужно сходить к массажисту, поделать массаж, накрасить ногти, почистить волосы. Кстати, я сейчас на морском курсе говорил о том, как женщине можно очень быстро выйти замуж. Вы знаете, одна из концепций моих звучит так. Красоте нужно уделять время. А что это значит? Оказывается, стоимость красоты женской, она чувствуется мужчинами в виде вот такой стоимости. Как же это происходит? Вот, допустим, Татьяна Николаевна. Николаевна, да? Да. Татьяна Николаевна, помню, надо же. Татьяна Николаевна, допустим, ей сейчас там 38 лет. И Татьяне Николаевне, допустим, ну, ей чуть больше. Татьяне Николаевне нужно выйти замуж, то есть она хочет выйти замуж завтра или там очень быстро. Что ей нужно для этого сделать? Как ни странно, она должна каждый день от 1 часа до 2 обязательно заниматься чем-нибудь, что связано с ее красотой. Как это происходит? Это не значит, что она должна красить губы, одевать одежду. Достаточно просто взять волосы и их просто час гребнем чесать. Этого будет достаточно. То есть вы посвятили часть своей жизни, положив вот эту часть жизни на алтарь своей персональной красоте. Вы представляете? То есть что нужно делать? Возьмите масло оливковое или подсолнечное, садитесь и час мажьте, и ручки мои красивые, и ножки мои красивые, и щечки красивые, потом час расчесывайтесь перед сном. После этого мужчины будут падать прямо, только слыша ваше имя. Знаете, они будут падать и разбивать свои носы об бетонную брусчатку в желании поцеловать ваши следы на костюме, по которым вы хотели. Нет, вы очень люди сомневаются в этом. А не нужно мне верить. Попробуйте. У вас есть седан. Плохие отношения с мужем. А что надо делать? Берешь гребешок, сидишь и чухаешься. Таким образом, но нельзя при этом смотреть на телевизор или в телевизор. Почему? Телевизор, он забрал у тебя жизнь, ты, получается, отдал внимание. А здесь и внимание, оно должно быть целиком, да, посвящено. Ты, получается, посвящаешь часть своей жизни своей красоте. Вы представляете? А женщины, они начинают жить, допустим, после этого говорят, да это не важно, кому нужно, меня найдет. И после этого чик-пук и все. И я красивая. Да, красивая, но есть же еще и стоимость этой красоты. Поэтому стоимость красоты формируется за счет того, что человек уделяет внимание и обращает внимание на эту красоту, увеличивая время на то, что он уделяет время и, там, или чешет себя, или мажет маслами, или там пудрит, я не знаю, что-то делает. Таким образом у него и появляется то, что называется влечение других людей или влечение там, мужчин и женщин и так далее. Это относится исключительно к женщинам, к мужчинам не относится. Скажи, это у вас дочка не может выйти замуж, что ей нужно сделать? Конечно, не напрасно у нас женщин, расчесываться, не напрасно. Знаете, когда смотрят на красивого человека, то обычно этим человеком восхищаются. Есть люди, которые считают вас красивыми. Допустим, есть люди, которым вы нравитесь. Так вот, и вы, допустим, молодая женщина, или даже не молодая женщина, которая нравится людям, которые есть на улице. Что вы должны сделать для того, чтобы у вас появилось много денег? Вы должны гулять. Зачем? Чем больше людей будет восхищаться вашей красотой, видеть вас и смотреть на то, какая вы красивая, тем больше денег у вас будет в вашей жизни. Все, это очень быстро работает. Это эзотерика, друзья мои. А женщины обычно красивые, они прячутся и после этого никуда не выходят. Получается, они считают, что для них это не нужно. Найдется тот единственный и так далее. Неправильно.
Если вы считаете, одевайтесь как можно красивее, идите в место, где очень много людей, и просто гуляйте. Это прямо пропорционально будет вашему материальному благополучию. Это очень-очень эффективно работает. Я прям очень-очень советую это делать. Очень-очень эффективно. Это как женщина, которая не может выйти замуж 2 раза в день по часу расчесывает свои волосы, тратя часть своей жизни на то, что как бы платит своей жизнью за красоту. Точно так же женщина, которая очень красивая и гуляет, обычно приносит очень большое количество материального благополучия. Почему? Куда течет любовь, туда текут и деньги. То есть мужчины, которые будут на нее смотреть, и женщины, которые будут ей восхищаться, делают ее автоматически богатой. Не стоит при этом стесняться. Понятно. Вот где настоящая эзотерика. Но она же очень легкая. Ой, я не знаю, как сделать так, чтобы была у меня эта машина. Для вас прямо знание настоящего эзотерика. Вам необходима очень хорошая машина. Что вы должны сделать? Скажите из тех знаний, о которых я сегодня рассказывал, какие методы нужно применить, чтобы эта машина была ваша. Восхищайтесь этой машиной и пойте этой машине дифирамбы. Становитесь перед этой машиной, говорите: ой, какие колеса, ой, какой руль, не руль, рулище прямо, ты... И начинаете говорить, если это ягуар, ты ягуарчик, ты такой красивущий и так далее. То есть начинайте петь дифирамбы или начинайте говорить какую-то красоту, которая относится к этой вещи. Вот тогда она у вас будет. Вот так работает эзотерика, вот какая она. То есть человек говорит: у меня нету своего имущества, нет своей собственной квартиры. Заходите в любую квартиру и начинаете говорить: а потолок какой, а люстра, какая же люстрочка, это всем люстрочкам, ты такая красивая, все, у вас уже скоро и люстра будет, и потолок, и свой дом. Открываете какой-нибудь журнал, там, где очень красивые квартиры, или отели, или еще что-то, начинаете говорить: ой, какие же здесь песочки, а какие пальмачушечки, а какие брусчаточки, а бунгалищечки. И после этого вы начинаете этим восхищаться. Вы должны знать, от чего восхищается человек, кто ему дает Бог. Такая простая эзотерика. Зачем практики, дыхание, там тик-тиги-бум, тик-тиги-бум, тик-тиги-бум. Если знания только этого достаточно для того, чтобы человек был очень счастлив и счастлив практически мгновенно. Вы хотите, чтобы вы были красивые, начинайте восхищаться красотой других людей. Смотрите на красивую женщину, говорите: какая же она красивая, и красивые глазья, и красивый нос, и мои глаза не видели такой красоты и так далее. И после этого люди, которые будут попадаться в вашей жизни, будут восхищаться вашей красотой. Вы представляете, вот как это устроено, когда ах, мымра, и глаза выкатила, рот закрой, там, чтобы ты... И после там: о, поехала, знаю, как она поехала, деньги заработать способом подлюка. То есть это какие деньги? О, машина, да, вот эта машина, буржуины тут напокупали, Мерседес. Все, не будет, потому что вам нужно стать одновременно и буржуином, и ездить на такой машине. Вам же хочется, чтобы такая машина была. Вы понимаете, тогда что нужно сделать? Не критиковать, и нужно восхищаться в этот момент. Смотри, говорит: ой, какая ты хорошая машиночка, и колесики у тебя хорошие, и бамперочек у тебя правильный, и ровненький, все. А цвет какой? Не цвет прямо, а сплошной перламутр, как в раковине. И фарочки у тебя как глазки, и двигатель у тебя, наверное, сильный, и силище в тебе неимоверное. Понимаете? После этого восхищайтесь этим, будет вашим. Все так легко. Вам нужен отдых, смотрите отдых и говорите: ой, какая смешная девочка, какая молодец, а какой отдых бывает. И вот такие, ой, какие пальмочки, и какие здесь звездочки, и на этом видео какие красивые там еще кораблики, и вот такие люди красивые, и моргают, и сияют, и еда. Все, готовьтесь, вы поедете, о чем было видео. Все, после этого вы создали такой сильный оборот энергии, все, теперь держитесь, хватайтесь за поручни, вас будет нести. А люди как живут? Посмотрите на это все. Причем тут эзотерики? После этого мне люди говорят: Андрей Андреевич, главное, это техники надо давать. Техники, эни, бенни, джуки, пуки, рупс, и все, и чтобы там повалилось. Нет, вот она техника. Это и есть самая настоящая эзотерическая-философская техника восхищения. А что, я об этом не говорил раньше? По-моему, об этом все время говорю. Просто мы не знаем, как пользоваться. Я когда был в Египте, до меня дошло. Вы представляете, 100% до меня дошло. Я это раньше говорил, и
подразумевал, что всем будет понятно. А потом я понял, что люди не используют, потому что они думают, что удивляться и восхищаться – это что-то эфемерное. И после этого, а зачем? Это все дает жизнь. Я когда-то сказал, удивляйся, восхищайся, все жизни будет приходить. Но не сказал примеры, а мне надо было это делать. Я сейчас буду проводить первую ступень в апреле, и там это будут практики номер 1. Я заставлю людей восхищаться. Я прям принесу пачку денег, буду сидеть и вот так трусить, и буду говорить, пойте этим деньгам дифирамбы, какие у вас красивые. Найдите 100 радостных элементов на большой пачке американских денег. Пойте, и за вас можно и это купить. И вас сколько там, 40 тысяч, там, 50 тысяч, 100 тысяч. На вас можно купить и квартирку чучку, и там и домичек, и там можно и одеждочку, и такая может быть, и губные помады 187 видов, и реснички можно менять каждый день, и массажи делать ежедневно, и можно ездить в дальние командировки, и можно не ездить, и вообще что угодно. Можно не работать, лежать, и вот так лежать, и еду такую есть. Ой, какие вы мои хорошие, красивые, родные, любимые, близкие. И бла-бла-бла-бла. Почему? Хочешь энергию денег иметь, восхищайся энергией денег. Все, так удобно вообще. Вот вам и настоящая эзотерика. Насколько легко это все. А люди делают так. Я умнее, я сделаю, я все смогу. Да о чем вы вообще? Жизнь такая интересная вещь, что дает Бог все, что человек захочет. А он хочет, вот как ребенок. Вот я когда-то за котом наблюдал. Кот такой был интересный, знаете, он когда ел, очень сильно наслаждался. Прямо ест, знаете, аж так мурчит, и аж носом потом трется, и возле этой еды тянется, знаете, и с этой едой лапкой играется, знаете, и там после этой и спал, и с этими перышками игрался, и с листочком каким-то упал, этот листочек игрался, знаете, ну не кот, а сплошное наслаждение какое-то. Мне его все время хотелось кормить. Я прямо его видел, как только его увижу. А потом пришли гости, увидели, он рыжий был такой, его звали Арон. И я говорю, как вам мой кот? И вот кто его не видел, говорили, его хочется покормить. Я говорю, почему? Он такой толстый у вас, такой классный, ему прям хочется дать что-нибудь поесть. Я говорю, вы знаете почему? Почему? Он когда ест, так наслаждается пищей, что ему хочется дать. Вот он поет дифирамб, он ест, вот. Это какое вкусное? Это вкуснее, чем вкусное, которое было когда-либо до этого вкусного, но это вкуснее всего. И все. Вот он уже не мог ни есть, ни спать, его все время хотелось гладить и кормить. И игрался этими перышками, им хотелось играть. Такой позитивный, очень добрый кот был. Знаете, позитивный, добрый кот. Когда-то мышь принесли, знаете, и мышь кинулась на него и укусила его за нос. Он, бедный, испугался и целые сутки сидел под диваном. Хороший охотник, что вам сказать? Хороший охотник. Боевая мышь, да, боевая мышь, да. Так, куда-то мы ушли, не туда. Скажите, а видно вообще и слышно меня? Давайте быстро плюсы поставим, а то что-то у нас... Все начали записывать, я понял. А вот когда нет в душе радости, то как восхищаться? А это уже сложный путь. А этот путь начинается вот с чего. Мой совет, смотрите, если краски погасли, нужно говорить голосом таким, как Кашпировский. Если краски погасли, если нельзя улыбаться, если все очень плохо, если жизнь это бесконечный океан, по которому ты плывешь, и этот океан уксус или серная кислота, если на тебе очки, то что необходимо делать? Смотрите, как все вообще начиналось. Когда ребенок рождался, то первое, что он начал получать, это была гипоксия. То есть пупок был отключен, и после этого он начал проходить родовые пути, у него началась задержка дыхания, потому что нечем было дышать. Он не мог вдохнуть, поэтому человеку очень тяжело, когда он не может вдохнуть, и ему страшнее, чем когда он не может выдохнуть. Почему? Давайте проведем эксперимент. Выдохните и задержите дыхание или вдохните и задержите дыхание. Так вот, выдохните и задержите дыхание страшнее для человека. Почему? Потому что когда человек без выдоха выдохнул, когда отрезался пупок, то он выдох сделал и после этого пошел по родовым путям. И у него началась гипоксия, кислородное голодание и жуткий стресс. Когда у человека наелся сахара, допустим, то у него появляется глюкоза. Она гликогирует гемоглобин или цепляется к эритроциту, появляется гликолиз гемоглобина. Это все вызывает гипоксию, то есть человеку не хватает воздуха.
Воздух или нехватка воздуха включает в человеке состояние тревожности. Вы представляете, и эта тревожность, ее вас научили еще вот там, когда вы проходили эти родовые пути. Тогда что нужно сделать, когда у вас появляется тревога? Дышите, да, нужно делать глубокие вдохи и выдохи, и быстро. Вот так вот. Ой, я не знаю, что делать, дыши. Или, ой, у меня состояние тревожности, я не знаю, что делать, дыши. Вообще могу сказать, что только за это мне нужно дать Нобелевскую премию. Вы знаете, и этим можно вылечить любого человека с любыми состояниями расстройства. Вот только этими дыханиями. Ощутил состояние тревожности, дыши активно. 1 минута не помогла, продолжай. Это помогает. В конце можно задержать дыхание, потому что во время задержки дыхания происходит насыщение кислородом. Но если вы задержали дыхание и насытили кислородом, то что происходит? Вместо тревожности появляется наслаждение и радость. Понимаете, так устроен наш организм. Если в вашем мозге больше кислорода, вы радуетесь. А если больше углекислого газа, вы страдаете. Таким образом, гипоксия приводит к тому, что у вас краски теряются. Почему? Меньше движения, мало движения, много сладкого, отсутствие белковой пищи, не шевелень. Ой, что же так плохо мне? Так, пойду я поем. Так, что поделать? Ой, без 15-12 посмотрю-ка я последние новости. Боже, что какие подлюки, да. Ой, какие сволочи, эти подлюки, эти негодяи. Ой, тут забирают, тут война, фашисты. Боже мой, тут вообще в стране обезьяны захватили часть территории Мадагаскара. Ёханый бабай, да. После этого на это и вот такие, и девочка без руки, и там глаз выклали, и 7-летний ребенок изнасиловал 80-летнюю бабушку, да, отобрал все деньги, убил ее, разрезал, засолил, теперь он Ганнибал, ему 40 лет. Боже мой, смотришь на это все, боже, где они это берут вообще, где они берут? После этого человек говорит, я испытываю состояние тревожности, что нужно сделать? Включайте красивую музыку, там, Леди Гагу, я знаю, там, включайте, если в жизни очень плохо, делай попа, опа, включайте красивую музыку и дышите. У меня тревога, а это время, когда я должна дышать. У вас много тревоги, тогда убрать сладкое и дышать чаще. Тогда что еще дополнительно дает кислород человеку? Дополнительно дает человеку шпинат и дополнительно дает селера. Вы представляете? А еще дополнительно Валера. Валера, холера. Итак, нужно обязательно кислород, чтобы появлялся в организме человека. Активное дыхание убирает вот такие тревожные состояния. Я это утверждаю. Посмотрите, как убирать быстро, допустим, какие-нибудь состояния тревожности. Есть такие люди, у которых есть синдром отвечания по телефону. То есть они боятся ответить, у них появляется ощущение страдания и так далее. Что они должны сделать? Нужно начать восхищаться или удивляться. Говорит так, о, сейчас как включу или сейчас как позвоню. Ух ты, сейчас как позвоню. Вот если сделаете 3 раза, сразу же состояние тревожности исчезает. Состояние тревожности можно подавлять. Вот состояние тревожности подавляется состоянием удивления. Боже, как просто. Зачем они придумали такое количество? Зачем Сергей Викторович Ковалев? Сейчас. Зачем Сергей Викторович Ковалев, это что он теперь на меня работает, продвигает меня в интернете. Зачем Сергей Викторович Ковалев так много придумывал разных психометодик и нейролингвистических методов и так далее. Не нужно было так мучиться. Нужно было спросить у Дуйка, он бы дал другие, простые. Знаете, тревога, дыши. Пришла мама ваша, пришла свекруха к вам домой, да? Вы на нее смотрите и хотите, чтобы она как можно быстрее ушла, и дышите. Она говорит, что дышишь? Говорите, с тревогой справляюсь. Всем все понятно. Очень-очень работает. Вот можете не верить, попробуйте с завтрашнего дня применять, будете очень удивлены. Я начала делать ваши практики для замужества. Они начали действовать на меня противоположным образом. Читала мантры, начала острее чувствовать одиночество и сильнее страдать от отсутствия мужчины. Не знаю, дальше делать или нет, пока перестала. Подскажите, почему так и что мне делать? Берете в левую руку гребешок
правую руку волосы и чешете каждый день 1 час. После этого с другой стороны 1 час, после этого кремом себя намазываете 1 час. И так 3 часа в день посвящаете свою жизнь своей красоте. Пройдет 3 недели, вы выйдете замуж. На спор на $100 готов с каждым поспорить. 3 дня уделяете себе, своей красоте, и через 3 часа, вернее, через 3 недели скажете, сколько у вас поклонников. Вы за это время, это и есть метод, когда вы похудеете. Почему? Я вам хочу сказать, как быстро похудеть. Хотите, вот щелчком пальца, не надо глистов глотать, как Алла Пугачева. Это не мои слова, это я вычитал в интернете. Там было написано, я ни при чем. Там было написано в статье, если надо, найду. Там было написано, Алла Пугачева глотала глистов, цепней и так далее. А потом пила антидот, и после этого похудела. Я ничего об этом не знаю. Ну, если умные люди написали, я доверяю интернету, знаете. Значит, не нужно есть глистов. Это опасно, а вдруг что-то не выведется, потом будут... Хотя для некоторых людей это тоже выход. Почему? Хоть какой-то друг будет в жизни, знаете. Так ночью зашевелилось что-то, знаете, дискотека у них же тоже праздник должен быть. Не налить ли им чуть-чуть водки, пусть повеселятся во мне, да? А так, знаете, постоянно что-то в тебе живет, ощущаешь себя мессией, а они твои внутренние цивилизации, понимаете? Много счастья. Вообще, не торопитесь убирать в себе гельминтов. Возможно, они счастливы в этот момент, находясь в вашем теле. Ладно, шутки прочь. Так продолжим. Худеем, да. Каждый раз, когда вы кушаете, говорите себе слова. Я очень радуюсь от того, что я это ем. И удовлетворяюсь. Такое вкусное. Вот едите и делайте так, я вас научу. Здесь очень важно ни на минуту не сомневаться, что еда вам нравится. И не запрещать себе ничего кушать. Я вам расскажу, как это устроено. Вот приходите, едите, что хотите, но главное не страдайте. Это очень важный момент. То есть кушайте, где и это вкус. Я еще это, какое вкусное. И это, и вот это, И чем больше, тем лучше. Не удивляйтесь. У вас произойдет сначала проблема, которая разрушит прошлый паттерн, где вы страдали от того, что вы объедались. После этого произойдет полное насыщение и отказ от еды добровольно. То есть это будет длиться не более 1 недели. После этого за это время вы похудеете килограмма на 3. И после этого на 100% в дальнейшем будете свободно, с легкостью вот такой контролировать свое поправление и похудение. Вы представляете, очень легко это сделать. Это не верится. Женщинам вообще не свойственно в это верить. Вы в тупике. Поверьте мне 1 раз, как своему учителю, потом спасибо скажете. Сегодня женщина приходила, Юля, скажи. Она сказала, я ела все подряд 10 дней и делала так, как вы научили в семинаре для похудения. И говорит, не отказывала себе ни в чем. За 10 дней минус 3 килограмма. И говорит, сейчас у меня нету никакого желания курить совершенно. Почему? Удовлетворена едой. Все, надо 1 раз удовлетвориться для того, чтобы потом не хотеть. А так мы же постоянно не удовлетворяемся, нам снова и снова хочется, снова и снова хочется. О, снова голосование. А что ж такое? Что же у вас с этим голосованием тут идет? Давайте проголосуем за то, чтобы все члены ГО-РТЕ приложили максимум усилий для развития организации. Я не важно. Итак, что нужно сделать? Сверху написано «нести пожертвования», и после этого пожертвования вносите. Тем самым это а не надо за и да, все и так не возражают. Игорь Мачеренко там хотел сегодня, он у нас руководитель, как это называется, Центра общественной организации, и он там хотел сегодня там выдвинуть какие-то требования нашему заседанию и так далее. У нас будет подключение к дальнейшим кургам? Будут, да. Когда морской курс Черногории? Осенью. Итак, продолжаем. Открываю книгу дневник. В тот момент, когда вы поймете то, что все в мире, тот момент, когда вы поймете то, что вы все в мире совершенно, вы все в мире совершенно обо всем знаете, помните, что вы наконец-то начали свой духовный путь. И это самое начало вашего духовного пути.
Духовный путь – это бесконечное движение по кругу на разных ступенях развития, собственного и духовного развития. Таким образом, когда человек говорит: я уже все знаю, это отлично, вы знаете это все на своем уровне, теперь вам нужно поднять уровень, и вы снова не будете ничего знать. Вообще я хочу вам сказать, что путь тупиковый, когда человек говорит: да, я знаю, и это точно, это паттерн, и этот паттерн является эзотерическим проклятием. Человек, который говорит: да, я все знаю, и это точно, да, я все знаю, и это факт, или да, я все знаю, и так оно и будет, все, этот человек имеет энергетическое проклятие, будет бедным, несчастным, и его не будут любить люди. Это ужасно. То есть этот человек со временем столкнется с жестокостью, со временем будут проблемы с законом. Это проверено. Вот этого произносить не стоит. Вообще слово «я знаю» лучше замалчивать. Почему? Ни один человек не может знать то, что знает другой человек. И даже когда мы получаем информацию от другого человека и думаем, что мы знаем о том, что он говорит, это глупо, потому что обычно человек не договаривает всего и половину умалчивает. При этом думает совершенно о другом. Понимаете? Таким образом мы можем знать только то, что мы знаем, не то, что человек говорит даже. Да. Вообще это особое, наверное, особое качество человека мыслить, понимаете? Мы знаем только то, что мы домыслили. Мы знаем только то, что мы придумали. Поэтому не нужно верить в то, что мы знаем обо всем и все. Не нужно этого делать, а уж тем более произносить. Когда человек говорит, там, я знаю, то это очень нехорошо. Дальше. Не нужно близким говорить о том, что вы устали. Не нужно. Никогда не делайте этого. Почему? Вы оскорбляете близких. Чем вы оскорбляете близких? Если все в одной семье, то тогда все делают одинаковую работу. Таким образом, когда один человек говорит «я устал» или «я устала», то тогда он таким образом говорит другому человеку: а ты ничего не делаешь, да? Значит, я, значит, более устаю, а ты менее устаешь. Таким образом, это делит людей, которые живут в одной семье. Когда это делит людей, то отношения ухудшаются. Не нужно говорить о том, что кто-то устает. Нужно, если хотите, иметь возможность отдыхать. Поэтому не нужно произносить «я устала», нужно говорить «я пойду и посплю» или там «я пойду и полежу». Понимаете? Таким образом это уже поддержится другим человеком. Не произносите слова «я устала», потому что это, или «я устал», потому что таким образом вы говорите «я устала, потому что я очень много всего делаю», а вот вы ничем не занимаетесь, ничего не делаете и не устаете, потому что моя работа более тяжелая, а ваша менее тяжелая, потому что вы не работаете, а я работаю, потому что я там. То есть очень-очень сильно эгоистично. Да, скажите, некрасиво, да? То есть люди часто не могут понять, почему, когда они говорят «я устала» или «я устал», на них начинают обижаться. Теперь вы понимаете, почему мы обижаемся на то, когда кто-то говорит «я устал». Ты устал, и я устал. Если в одной семье все устал, понимаете, только один устал из-за того, что то делал, другой устал из-за того, что то делал. И недооценивать совместную работу не стоит. В одной семье у всех есть работа, и каждый человек в свою очередь, конечно же, устает. Почему? Не бывает так, что в замкнутом пространстве есть жидкость. В какое бы направление вы ни мешали эту жидкость, она будет все равно перемешана. И элемент или закон Паскаля будет распространяться на все клеточки этой жидкости. Таким образом и в нашей семье, если все находятся в замкнутом контуре целый день, то если один человек работает с утра до ночи, а другой лежит, это не значит, что тот, который лежал, не устает. Почему? Это особенность одного закрытого пространства. И там она связана еще и с энергетикой. Если один лежит, другой работает, то он, возможно, использует того энергию человека, который лежит, потому что он для него просто батарейка. А вы знаете, что такое очень часто бывает? Вы представляете, в семье, у которой, допустим, легла бабушка, и она там лежит, допустим, у всех появляются силы, мотивация, все начинают работать, у всех появляется хорошее там настроение и так далее. Потом бабушка умерла, допустим, у всех падение настроения, нету силы, приходит, как говорит, ну что ж такое, бабушка умерла, и нам так плохо. Потому что бабушка была добровольной батареей, которой все питались. Она на энергетическом плане была донором. Представляете? То есть ее уже растаскивали на части. Вот таким образом. Это все так очень некрасиво выглядит, знаете. Но я об этом часто не говорю, потому что я считаю, что это еще и некорректно людям знать. Все-таки это такая чуть-чуть уже темная магия. Как подключаются?
Есть методы подключения, просто я об этом не рассказываю, потому что я все-таки считаю, что школа у нас связана с белой магией более чем с остальными элементами. Что должна делать беременная женщина? Хотите, я вам сегодня скажу? Беременная женщина – это тот человек, который, как Бог, когда-нибудь из ничего создаст ребенка. Таким образом, она уподобляется все 9 месяцев божеству. Это огромный дар. Вот если в это время заставить женщину мечтать, и если она будет 9 месяцев о чем-то мечтать, все мечты на протяжении 9 лет сбудутся. Тогда скажите, 9 лет, тогда что нужно было делать, когда беременная женщина была? Нужно было мечтать. А что они делают? Страдают. Переела, то не то сделала, где он лазит, там обои, не обои. Не то все, не то надо было мечтать. 9 месяцев – это время мечтаний. 9 месяцев женщина может такого намечтать, что в дальнейшем весь род будет успешным навсегда. Это тайная информация, потому что сейчас как начнут беременные мечтать, тогда будет мало места всем остальным, понимаете? Знаете, почему люди, которые были беременны и находились в концлагере, не освободились? Потому что они не мечтали о свободе. Не мечтали, потому что им было так плохо, они не верили. В этом случае вера и мечта, она очень помогает, знаете. И есть такие женщины, которые склонны к тому, чтобы мечтать. И они, у них это очень получается. Беременная женщина – это напрямую сублиматор исполнения мечтаний. Она может эти мечты выполнять даже для кого-то, вы представляете? То есть если ее заставить мечтать для вас, а вы чужой человек, то у вас это тоже сбудется. Почему? Очень сильная в этот момент вкладывается энергия определенного уровня, которая связана напрямую с нитями Божьими. Представляете? И вот это 100% потом у нее сбывается. Естественно, о наболевшем, наверное, нужно сказать. Не нужно человеку говорить «благодарю». Да, не нужно говорить «благодарю». Обязательно найдется какой-нибудь какашка, который скажет «хорошо, я забираю». И согласится ваше благо забрать. А что такое благо человека? Благо человека – это когда у него есть имущество, когда у него есть здоровье, когда у него есть деньги, понимаете? И в этот момент вдруг кто-то говорит тебе «благодарю». В этот момент достаточно проявить немножечко жестокости и сказать «хорошо, я забираю, раз ты даришь». И все, и после этого его все блага автоматически на эзотерическом плане становятся моим. Конец. Смотрите, как все легко оказывается. Все, научил черной магии. Теперь нужно найти кого-то, кто говорит благодарю, и после этого сказать хорошо, я забираю. После этого все благодарю будут вашими. После этого человек будет работать, а у него не будет получаться. Потому что он на эзотерическом плане раздал свои блага. Он же сказал, что дарит свои блага. Аккуратно с этим, аккуратно. Не нужно дарить любовь, кто-нибудь согласится ее забрать. Не нужно дарить благо, кто-нибудь согласится их забрать. Не нужно ничего дарить никому. Почему? Все, что вы имеете, все, что вам дается, дается вам по праву. А когда вы дарите, то, возможно, делите людей на тех людей, которым это не предначертано. Спасибо, можно. Спасибо, можно. Скажите, это интересно, то, что я говорю? Хорошо. О, вот хорошие слова. Не говорите о своих недостатках своим близким. Если вы о них скажете, то эти недостатки после этого они начинают видеть, хотя до этого их никто не замечал. Да, не нужно говорить «я устал». Это обижает тех людей, которые рядом находятся. Я никогда не произношу эти слова в семье. Дальше не нужно говорить о недостатках. Я там толстый, я худой. Вообще, мужчины, забудьте о том, как вы выглядите. Самый глупый мужчина, сколько мне лет. В этот момент можешь взять пистолет и застрелиться. Кого интересует твой возраст, идиот? В этот момент, почему женщины молчат в этот момент? Я не могу понять. Это говорит о том, что женщины хорошие. Вы понимаете, люди, хорошие люди. Я понимаю, когда женщина говорит, там, как ты думаешь, сколько мне лет? То есть на комплимент нарывается. Мужчина зачем говорит, сколько лет? То есть на что она должна обратить внимание в этот момент? То есть она должна в этот момент сказать, хорошо, ты за свои 70 лет уже наработал большое количество имущества или что? То есть на что ей смотреть нужно в этот момент? Я вот не могу понять.
Естественно, если женщине мужчина говорит, как ты думаешь, сколько мне лет, то нужно женщине, наверное, промолчать в этот момент и удивляться, сказать, да ладно. И после этого сказать, у тебя много имущества. Что ты имеешь в виду? То есть, если женщина с возрастом может выглядеть хорошо и хочет, чтобы все выглядели в ней, там, видели, то может ли мужчина выглядеть хорошо с возрастом? Кого это интересует, как выглядит мужчина? Кого это? Я когда-то своему сыну сказал слова. Я ему говорю, не нужно бегать за женщинами, бегай за деньгами. Женщины тебя сами найдут. Понимаешь, они тебя найдут сами. Он говорит, ну это все разрушает, папа, это разрушает отношения, это разрушает вообще любовь, искренние отношения. Я говорю, нет, искренность будет, даже не переживай. В тебе просто начнут видеть человека успешного. А успешный человек не имеет значения какого. Не имеет значения. Вообще я могу сказать, что победители не судят. Слышали, да, такие слова? Победители не судят. Поэтому я вам могу сказать, что человек, который стремится к победе, ставит задачи, их исполняет, то он, естественно, может совершать ошибки. Это такая особенность. Понимаете, когда футболист бежит и хочет забить гол, он может попасть там на подножку, может нечаянно сам кого-то толкнуть. Но самое важное, вот если ты не добежал и не забил, вот тогда ты во всем виноват. Это вот так вот у людей, знаете, люди часто думают, что они могут стоять посреди поля и, передавая мяч, зарабатывать деньги. Нет, друзья мои, мяч нужно взять, бежать и забить гол. Только так. Если взял мяч, надо бежать и забивать гол. Если ты стоишь и передаешь, знаете, я буду посредником, биткоин ты буду вкладывать, то есть я стану посреди поля, буду мяч передавать. Ну, отлично. Попередаешь мяч, но ты же незаменимый или заменимый. Так если тебя не будет, то вместо тебя поставят еще одного. Тебя не будет, ты заменимый человек. А вот если ты будешь бежать и забьешь, тогда будешь незаменимым. Потому что ты покажешь, как 10 раз ты забиваешь, и после этого этот мир будет хотеть для тебя что-то делать. Потому что ты забиваешь, на тебя ставки делаются, тебя хотят, на тебя обращает этот мир внимание. Потому что если тебя можно заменить, то знай, рано или поздно тебя заменят. А если ты бежишь и забиваешь голы, то тогда неважно, какие ты делаешь при этом ошибки. Главное, забей. Чуть будет понятно, что сказал. Вас не устраивает ваша судьба. Вы хотите выстроить новую судьбу. Помните, любой дом строится с фундамента. Фундамент закладывается предварительно, вырывая или копая яму. Начинать жизнь вам придется с рытья ямы. Это нелегкий путь. Поэтому, когда человек говорит, все, я бросаю отношения, ухожу откуда-то, мне все надоело и так далее, знайте, вы автоматически себя ложите в яму. Теперь надо будет из этой ямы вылазить. А вылазивание из ямы – это путь кропотливый, ответственный, тяжелый и такой тяжелый. Могут ли другие люди посадить человека в яму? Любое начало. Я хочу переехать в новый город. Вот сегодня пришла девочка, говорит, у нас там есть имущество в Виннице, у нас там все состоялось, у меня парикмахерская и так далее. Но мы мечтаем с мужем переехать в Голландию. Я говорю, зачем вам эта Голландия? Ну что вы там не видели? Тюльпаны хотите увидеть? Купите путевку или билет, съездите и посмотрите. Зачем вы хотите поехать работать на свинарнике на голландца какого-нибудь, там, у которого образования нет, с высшим образованием? Андрей Андреевич, мы хотим Европу, нам так нравится Европа, там чистота, порядок, будем жить среди цветов и так далее. Не жить, а работать. А сейчас сколько вы работаете? Ну, муж уходит в 11, приходит в 6. А вы во сколько? Ну, а я ухожу там в 10, прихожу в 5. Я говорю, отлично. Поедете в Голландию, будете вставать в 7 и ложиться в 11. И будете все это время работать, понятно? И будете получать при этом $3000. И вам при этом каждая сволочь будет затыкать рот. И говорить, кто ты такой, ты вообще не имеешь, закрой рот, пошел. И так далее. Это будет не жизнь, это будет, вы за 5 лет состаритесь, а когда захотите аппендицит удалить, то все деньги, которые за эти 5 лет заработали, заплатите за удаление аппендицита. Я вам говорю, это ужасно. Я им говорю, зачем вам это нужно? Зачем? Вы же сейчас переедете и начнете с ямы. То есть вам придется начинать с ямы. Любой переезд – это яма. То есть любой перескок, любой переезд, любой переход – это обязательно сначала что-то придется делать. Рыть, поднимать и так далее. Это всегда ход. Даже переезд с одного города в другой – это всегда начало, всегда яма.
Не стоит этого бояться, если вам очень плохо, но стоит опасаться, если вам очень хорошо. Поэтому, если хорошо, то лучше не надо. Вот у меня сейчас чашка с чаем. Здесь в чашке чая большое количество воды. Гипотетически можно представить, что вот это люди, которые объединены между собой. Скажите, каждый человек – это одна маленькая капля. Я хочу – это нищета. Эти люди здесь в моей чашке – это как раз коричневый чай. Это сбор тех людей, которые объединились, и это чернь. Грубо я говорю так о людях, которые очень бедные, несчастные и больные. То есть как этим людям, как мне, допустим, из этой всей системы вырваться? Что я должен сделать? Я должен взять, наверное, эту чашку, перевернуть ее и очень сильно трусить, правильно? То есть у меня должна произойти встряска. Когда встряска произойдет, или очень сильно поднять и подбросить, и после этого капля должна оттуда отделиться. Одна капля отделится только после встряски. Поэтому, когда в нашей жизни начинается вот такая встряска, и нас начинает колотить, колбасить, трусить, появляется куча всего непонятного, знайте, вы начали отделяться. Это вы начали отделяться. И я, негодяй, в этом участвовал. Почему? Я вас научил поднимать тона на третьей ступени. Я вас научил жить так, чтобы вы отделились от этой черни. И вы обязательно дошли до момента, когда эта встряска произойдет. Андрей, все очень плохо, выгоняют, закрывают. Отлично! Вообще ругайся со всеми. Почему? Пусть уже это потрусится, и уже у тебя капля отделится. Начни жить по-новому. Доведи это до логического, умопромрачительного какого-то нестандартного, самого неистовствованного какого-то завершения. Пусть капля отделится. Почему? Тебя удовлетворяет твоя жизнь? Нет, если бы удовлетворяла, я бы в школу не пришла. Ну а как капля отделится, если она вот в чашке? Тогда надо чашку раздолбать, воду разлить, капли поотделять, раскидывать их и так далее. Раскинутые капли, уехать как можно дальше, чашку отделить, там отношения какие-то там близкие, работа, оно все вторым может идти. Почему? Не хочет капля жить вместе со всеми. Она хочет жить ярче, она хочет быть частью чего-то другого. Вот так это все устроено, понимаете? А люди говорят, ой, отделились, надо обратно в стакан, надо обратно. Андрей Андреевич, не получается. Нет, не получится. Почему? Поздно уже, не надо было трусить очень сильно. Назад дороги нет. Поэтому, когда человек пишет, мне очень плохо, ура! Там мне так плохо, как никогда. Сары, знаете анекдот? Знаете анекдот про Сару? Сара говорит, подходит к Мойше и говорит, Мойша, мне плохо. А он говорит, ничего, Сара, всем плохо. Потом через несколько дней приходит и говорит, Мойша, да что ж такое, мне очень плохо. Говорит, да не переживай, Сара, всему миру плохо. После этого третий раз не приходит. Он приходит вечером, она лежит на кровати, умерла. Он подходит, смотрит на нее, говорит, не, ну что ж, Сара, ты мне не сказала, что тебе хуже всех. Понимаете, хуже всех. Ну, и точно так же у людей, когда человеку плохо становится, ну, ничего в этом страшного, нужно отделиться от этой системы. Главное здесь не врать, потому что когда начинает трусить, здесь ложь не отделит. Ложь создаст бурю в стакане, понимаете, и эта волна захлопнет просто сверху и подавит. Почему? Этим стаканом, он там поэтому в стакане и находится, что в этом стакане находятся люди, которые критикуют, люди, которые ругаются, люди, которые на первое место ставят злобность, амбиции, эгоизм и вранье, и ложь. И если вы начинаете раскачивать, то тогда вы начинаете врать, и тогда эта система вас, как во время волны, погружает на самый низ, да, раскручивает и захлопывает сверху. Потом выбраться будет сложнее. В этом случае внутренние принципы должны ставиться на первое место. Челнок вот здесь, вот челнок или кораблик, это наша философия школы Кайлас, а также наше семейное отношение к нашей семье, доброта к детям, там, культура и так далее. Ага. Андрей Андреевич, вы ранее анонсировали конгресс ИРТЕ в мае. Я очень хочу провести конгресс ИРТЕ в мае. Очень-очень мне хочется этого, но у нас на конгресс приедет очень много людей, там 1000-2000 человек. И, скорее всего, мы такого места не найдем, потому что в этом году Крым открывает мост Керченский, по которому поедут машины, и после этого огромное количество туристов нахлынет на территорию Крымского
побережье. Таким образом, вот тех цен, к которым мы привыкли, мы их, скорее всего, не увидим. То есть я думаю, что отдых в Крыму уже со следующего года будет приравниваться по цене, как отдых в Монако. Ну, в Монако лучше все равно. Но в Монако выехать же не смогут люди, потому что есть какие-то там проблемы сейчас с переездом между Россией там, и Францией или еще где-то. Есть такое большое количество мест, где можно было бы провести конгрессы и так далее. Но мы не можем этого сделать. Почему? Люди не могут доехать. Они оказались в железном коридоре. Ну и они ничего не могут с этим сделать. Приедьте в Египет. Не можем, не выпускают. Давайте поедем во Францию. Надо шенгенская виза. Давайте в Испании проведем. Надо шенгенская виза. А сейчас многим россиянам отказывают. То есть люди не могут выезжать. Тогда давайте тогда проведем это на территории там, Российской Федерации, допустим, там где-нибудь украинцев не выпускают. То есть точно, знаете, все говорят, русских не выпускают на Украину, но никто не говорит о том, что украинцев не выпускают на территорию России. Да, этого нет. Что вы говорите? Это есть. Да, из ДНР и ЛНР не выпускают на территорию России. Почему? Получают не украинцы и русские, тогда кто вообще непонятно. Дальше люди, которые сейчас проезжают, если человек молодой, достаточно безработный, то ему, как правило, отказывают, ну, и не выпускают на московской таможне, отправляют обратно. Говорят, что это ты приехал в Москву, чем ты собираешься здесь? Ты еще из Украины, да, едь обратно, все. Есть такие люди, которых не пускают. Тогда как мы можем провести в России, а как же украинцы, которые поедут? А еще есть немцы, которых не пустят на территорию России. Такое тоже имеет место быть, вы представляете? Американцев уже не пускают. Карты, карты, карты. Ох, как я жду. Скоро будут, уже почти готово. На ухоженность у мужчины все же должна присутствовать. А это разве не внешний вид? Ухоженность мужчины заключается в его чистой одежде, чистом выбритом подбородке, прическе. Причем, если ты лысеешь, будь либо лысым, либо лысым. Нельзя быть наполовину волосатым, наполовину лысым. Это нехорошо. Это как самурай, знаете. Дальше, если ты носишь волосы, пусть они будут чистые. Если ты носишь одежду, пусть она будет чистая. Чистота у мужчины – это лучше, чем красота. Иногда бывает так, что мужчина одет в красивый костюм, он там побритый и так далее. После этого его нюхаешь, и он так пахнет, что его хочется прихлопнуть, как муху какую-то. Это очень часто. Очень. Такое ощущение, как будто мужчины не ставят вообще, не пользуются преспирантами, ни о чем не думают в жизни. Естественно, когда я говорю о красоте и чистоте, то я считаю, что красота – это свойство женщины, а опрятность и чистота – свойство мужчины. Один мужчина может ходить опрятно в одном пиджаке десятилетиями, понимаете? Это никого не раздражает, обычно женщины это не замечают, главное, чтобы рубашки периодически менялись. Понимаете, спросить у вас, в каком я пиджаке был вчера и в каком сегодня, большинство даже не ответит. Почему? Ну, не видят на мужчинах это вообще. То есть обычно на это никто особо внимания не обращает. А вот если я буду каждый день по 3 раза в день менять одежду, утром буду в свитере, в обед в пиджаке, а вечером в белом пиджаке, а завтра приду в каких-то там, не знаю, кимоно, дольчиках и так далее, в туфлях одних, в туфлях других, в белых сапогах и так далее, кто скажет, да и какой гомосексуалист? То есть он сумасшедший какой-то, что он из себя делает, посмешище. Почему? Аскетизм все-таки, а также опрятный внешний вид – это свойство мужчин. Вообще определить, мужчина холостой или женатый, несложно. Если мужчина чистый, если мужчина выглаженный, опрятный, значит он не холостой. Если женщина опрятная, вылизанная, вычищенная, худенькая, ровненькая, все, она холостая, можно подходить. Все в порядке. Если женщина наоборот, там, если женщина неопрятная, уставшая, там, полная, там, ну, как говорят, да, сумками, все, не подходи, она чья-то, все как положено. А если некрасивая с сумками, ну, тогда она жена Луценко, да. Ой, что ж мне сегодня Луценко? Все, ген-ПГ как у Гога еще посадит меня. Мая не посадят, его уж скоро не будет. А? Его снимут, я тебе говорю. Да, через пару недель уже не будет. Но главное ему не говорить, пускай отдыхает.
Скажите, пожалуйста, как можно правильно благодарить? Тогда спасибо, конечно. Тогда спасибо. Зачем вам благодарить? Андрей, скажите, пожалуйста, после еды на здоровье тоже нельзя говорить? Как хотите. Когда вас покормили, там, спасибо, и человек говорит, на здоровье, да. Спасибо на здоровье. Если вы ощущаете, что у вас здоровье плещет и яркое, тогда можно кусочек подарить. А если не готовы поделиться, то лучше и не надо. Почему? Вот деткам нужно говорить, почему. Им нужно быть здоровыми, они всегда находятся еще в состоянии роста, а состояние любого роста – это критические состояния. То есть детям более свойственно болеть. Почему? Все их тело, оно работает в состоянии очень тяжелого режима, потому что все в них растет, все клетки меняются, все органы работают. Посмотрите по анализам крови. Вы видели детские анализы крови и взрослых анализы крови. Вот метаболизм у детей, он гораздо более активный, чем у взрослых. Почему? Потому что у ребенка он работает более в таком тяжелом состоянии, живет в более тяжелом состоянии. Просто люди выросшие, они расслабляются, потому что жизнь уже запущена. И все, и после этого я взрослый, я не заморачиваюсь, там, устроюсь на работу, буду получать зарплату, отдавать там маме, жене, там, кому-нибудь, проживу всю жизнь. А у ребенка никакой свободы, понимаете? Он должен в школе учиться, он должен одеваться, он должен отвечать, он должен в доме там что-то делать, должен там полы убирать, должен там не должен играть, там должен учить, не должен учить, понимаете? Но при этом много обязанностей и никакой свободы. Получается, я хочу, но ты обязан. А я хочу, вот ты же можешь, когда ты хочешь, ты можешь купить, да, а я не могу. Почему? Потому что у тебя нет денег. И потому что ты не работаешь. Потому что тогда я что, раб? Получается, я тогда ваш раб. Вы мне указываете, что делать, при этом еще и решаете. Вы вершители моей судьбы, получается. То есть ребенок, который живет с родителями, он очень-очень, очень притеснен обычно. Ограничен и очень притеснен. Очень тяжелое состояние. Конечно же, дети вырастают, из-за этого выпархивают, и после этого говорят, ой, какое счастье, наконец-то, свобода, что хочу покупаю, где хочу живу, как хочу сплю, что хочу пью. Боже, счастье, понимаете. И после этого они своих детей тоже потом притесняют. Можно ли с этого выйти как-то? Но нет, это особенность нашего социума. Сейчас о воспитательных каких-то идеях даже говорить не буду. И вообще считаю, что в большинстве своем воспитание детей, которое делается на протяжении там, многих, наверное, даже столетий, оно настолько неактуально в настоящее время, настолько себя уже изжило, настолько неправильно происходит. До сих пор еще присутствуют истерики там, возле детей, там, детей втягивают в семейные какие-то обсуждения, знаете. Вот была женщина, сидела здесь передо мной и отвечала по телефону, вот, я больше не буду общаться с тобой, пошел в баню. После этого говорит там 7-летней девочке, говорит, вот снова твой папаша звонил, хочет снова, чтобы там мы должны встретиться, как он уже заколебал, сколько это может продолжаться. Она сказала, отвернулась, со мной разговаривает, ребенок плачет. Зачем это ребенок? Зачем? Ну зачем? Это твоя жизнь, зачем посвящать? Ребенок при этом травмирован, то есть она уже не знает, как относиться к папе, уже к маме. Для нее картинки жизни более такие тяжелые, да, разрушенные. Это отвлеклась у нее работа, дом, у этой только папа, там еще какой-то папа. То есть для ребенка травма. Я ей говорю, вы что, не видите, что вы ребенка тем самым разрушаете? Вы не понимаете, Андрей Андреевич, у меня особенное отношение к ребенку, она моя подруга. Я говорю, ну если подруга, тогда в субботу наливайте ей, у нее тоже должны быть какие-то разгрузочные дни. Тогда в субботу там по литру вместе, там с 7 лет. Она говорит, как? Я говорю, ну а как вы хотели? Аж подруга. Кто не пил с подругой? Тот москаль. Понимаете? Это так в Украине говорят. Конечно, есть подруга или друзья и подруги. Вы еще этого не знали? Для того, чтобы с ними напиться. Других элементов, в которых или что-нибудь продать им. Понимаете? Если вы из еврейской семьи, тогда у вас второй пункт будет присутствовать. А если нет, тогда только первый. Понимаете? Поэтому, если вы из еврейской семьи, тогда захотите другу что-то продать, потом с ним напиться. Он с горя, вы от радости. В тот момент, когда вы из русской семьи, тогда вы обязательно займете ему что-нибудь и от горя сами напьетесь.
за ваши же деньги, понимаете? Ну, вот такая судьба получается. Естественно, друг необходим, когда говорят, я ради друга проживу, друг мой, ты проживешь ради бутылки, о чем ты говоришь? И сопьешься после этого, как несчастное существо. У меня есть мужчина, говорит, так, меня жена предала, и там мать предала, вот друзья мои не предали никогда. Я говорю, надо там поехать в бары посидеть. Никто еще никогда, и они поехали. Конечно, конечно, за твои деньги всегда тебя поддержат. Я говорю, конечно, конечно, но я говорю, вот когда тебя парализует, и ты окажешься на инвалидной коляске, то тогда у тебя друзья исчезнут, потому что ты им не нальешь. А вот тогда тебя поддержит жена или поддержит твоя мать, и там поддержит кто-то. Вот друзья узнаются в беде, знаете, их нельзя найти в жизни, нельзя. Естественно, когда говорят без матери, без семьи и так далее, глупость все это, как раз вот без этого нельзя. А вот без друзей можно с легкостью. Хотите найти друзей, сегодня можете позвонить 10, вот так, взять телефон, выделить вот так вот людей в смс-сообщении, написать, угощаю, идемте пить там алкоголь в ресторан такой-то, такой-то, да. Из 10 выделенных человека 3 придет точно, все равно кто вообще. Придут за твои деньги, особенно если вы находитесь на территории Германии. И пишите, я угощаю по $100 каждому. Все, ваши друзья будут сразу. И будут говорить, как тебя зовут? Костя. Костя, Костя, ты самый лучший. Мы такого хорошего человека еще не видели. Главное, пригласи еще раз. Правда жизни такая. Андрей Андреевич, будут ли в продаже новые, более мощные? Наши талисманы мощные. Наш талисман, который называется «Ловушка для денег», это чудо, которое изобретено, наверное, и я думаю, что по энергетической мощности очень сложно будет найти что-то еще в дальнейшем. Также те талисманы, там планка, это очень мощный талисман. Когда одевает человек его на себя, то у него энергетически меняется структура его свечения, он совершенно по-другому светится. Совершенно, они уникальны. В этом году я делал морской курс в Египте и людям ставил 30 символов здоровья, 30 символов там, или 26 символов богатства. Представляете, они сейчас ходят, и в них эти символы. И, естественно, у них начинается вот какой-то экстрим, то есть их там начинает дергать, что-то в жизни происходит. Почему? Но они же жили в гелеобразном состоянии, то есть у них был гель, они находились в геле. Куда ни пойдешь, всюду гель. Как не потянешься, всюду вата получается. Это же нужно было как-то убрать, а сейчас вату нужно размотать, гель нужно превратить в жидкость. И вот начинается вот это все, представляете? Начинается. Приезжайте, я поставлю на морском курсе эти символы, новые вам. Ученица вашей школы 6 ступень, ого. Сыну 17 лет, тоже ученик 5 ступени, ого. Готовится поступать в университет. Если можно, подскажите, какие практики, ритуалы можно использовать для того, чтобы поступить в университет. А задайте мне этот вопрос в пятницу, во время нашего пятничного вебинара. Хорошо, чтобы это не было связано с РТВ. Человек использует ругательство в своей жизни. Вопрос, зачем человек ругается? Зачем человек ругается? И что такое ругательство? Давайте я вам скажу. Человек ругается в своей речи, это доказательство правдивости. Да, человек ругается, потому что он хочет показаться правдивым. Потому что когда человек там ругается, то ему страшно сказать правду, а когда ругнулся, как бы проявил вот такую правдивость. Это происходит потому, что человека очень часто обманывают. То есть человек обманывает, он хочет быть человеколюбцем и правдивым, из-за этого использует ругательство, представляете? Обманывает его в связи с его некомпетентностью. А что такое некомпетентность? Неначитанность. Там, то есть как это происходит? Ты неначитанный, некомпетентный лох, извините за слово, тебя можно обмануть. Потом человек начинает говорить, все, я знаю, ты меня хочешь обмануть, задолбали уже, рот закрой, не хрен меня обманывать, козлы все люди только обманывают. То есть что было в самом начале? Была некомпетентность человека, то есть его обманули, потому что он был некомпетентен. Тогда что он ругается? Вместо ругаться нужно книжки читать. Представляете? Это самый лучший способ достигнуть вообще повышая свою компетентность, повышая свою образованность, у человека исчезает желание ругаться. И такого человека меньше обманывают.
Вы знаете, чем сильнее человек ругается, тем больше появляется желание обмануть этого человека. У меня есть одна женщина, так ругается, их постоянно кто-то обманывает. Недоплачивают, мужа обманывают, зарплат лишают, там имущество забирают. Жили в большой квартире, потом переехали к маме, продали свою квартиру. Мама обещала там заложить квартиру и там купить что-то большое, ничего не получилось, деньги пропили. Муж устроился на работу, платили сначала много, потом по чуть-чуть, потом вообще ничего, потом сделали его во всем виноватым, дали 4 года условно. Знаете, ну ужас какой-то. Почему? Она говорит, а что такое, эти козлы, эти уроды, эти дебилы, эти шпана. И после этого я говорю, слушай, Света, тебе не надо ругаться. Слушай, тебе не надо ругаться. Зачем ты так ругаешься? Читай книжки. Какие книжки? Все подряд, которые найдешь, читай. Она говорит, я столько прочитала про любовь. Тебе не надо, ты в этом компетентна, у тебя муж уже есть. Читай книги там о чем-то другом. Психология, там, мотивация. Есть сейчас огромное количество бесплатной литературы. Не нужно ругаться, нужно повышать свою компетенцию или повышать свое... Человек говорит, вот эти уроды, они там что-то не достигли, там своровали, забрали и так далее. А насколько ты компетентен, в чем они виноваты? То есть я не компетентен в том, чтобы провести аудит, я не компетентен для того, чтобы заниматься там бизнесом. А вы знаете, что в этом году Украину проанализировали некоторые компании иностранные, которые делали анализ экономики. А оказалось, что на протяжении последних 3 лет в Украине появилось огромное количество очень богатых людей. Вопрос, почему? Ведь в стране война, ведь ничего не продается, ведь все плохо. Почему? Потому что наоборот, стоимость рабочей силы упала. Поэтому сейчас многие компании приезжают, используют дешевую рабочую силу, дешевую аренду для того, чтобы продавать товар, который здесь изготавливается на территории своей страны. Все, готовый вид бизнеса. Ищите любую компанию, которая в Италии что-либо производит, и предлагайте. Давайте мы вас перевезем в Украину, там будет 3000 гривен на Западной Украине, заработная плата $100 вместо 800 и социального пакета там. И мы будем делать то же самое и будем туда отвозить. Часть контрабасом, часть так. Все, готовый бизнес. Что угодно. Думаете, как вы думаете, они согласятся? Гарантию даю, что согласятся. Гарантию просто даю. Вот вам и некомпетенция этих людей. А эти бедные люди будут сидеть и говорить, вот, сволочи, отдали, воруют, да, и так далее. Я вам хочу открыть такую тайну, это такие банальные слова, но я вам хочу сказать. В этих странах, в которых мы живем, воровали, воруют, и какая бы ни была власть, будут воровать. И это происходит и в Германии, и в Америке, и в Голландии, и в Израиле, и где хотите. Тот, кому положено воровать, там, где можно воровать, будет воровать. Понятно? Поэтому идите или вы воруете, либо не трындите и молчите. Вот так. Тогда занимайтесь своим делом, как сказали американцы в Российской Федерации русскому консулу. Понимаете? Почему? Потому что Россия начала говорить, что там вы на нас нападаете, не нападаете. После этого американский посол сказал, слушайте, отстаньте от нас, у нас хорошая социальная экономика, у нас есть пенсионеры, поддержание людей, бесплатное здравоохранение, там еще куча всего. У нас люди обеспечены и чувствуют себя в безопасности. Занимайтесь своей экономикой, чего вы к нам лезете, слушайте, что мы должны делать что-нибудь. Конечно, это очень обидело уважаемых людей, да, после этого начали обговаривать это, ну так разве американцы не были правы? Зачем запускать ракеты ценой $100 000, если там 10 или 15 тысяч детей требуют операцию, и на эту операцию сейчас нужно там $1500. Ну так лучше бы полечили 100 человек там, или 1000 человек этих несчастных детей. Знаете, как-то несоотносимо это все. Это какое-то мифическое там влияние мира или там своих же собственных детей. Знаете, у меня всегда вообще складывался такой вопрос. Мы же как бы страны христианские, а в странах христианских вообще само под собой подразумевается не убивать. Тогда как можно отправлять ракеты в другие страны и бомбить? Как украинская власть может бомбить там Донецкую Народную Республику? Как там Донецкая Народная Республика? Как и так далее. Они же христиане. Как это христиане или батюшки могут во благо прийти и перекрестить воина, который дальше должен идти убивать людей, которые разговаривают на таком же языке?
Разве на территории Украины нет людей, у которых люди живут в России? Или разве нет родственников на территории ДНР, у кого живут люди в России и в Украине? Да слушайте, мы все одна семья. Если копнуть у каждого, то все равно будут первые родители какие-то, понимаете? Мы вообще все между собой братья и сестры, понимаете? И так было, и во все времена будет, понимаете? Любого из нас взять, все равно докопаться можно, и все равно были где-то родственниками. Там где-то по Пете на киселе, там у Васи, знаете. Кто-то у кого-то был дядькой и теткой там, и так далее. Когда будет посещение первой ступени? В пятницу. Подскажите, пожалуйста, хорошие книги по аюрведе. Найдите в Кубру, очень много книг по аюрведе, все хорошие. Я не поклонник аюрведы. У нас сейчас вышел новый препарат, я его начал принимать. Очень-очень молодеешь на его фоне. Вообще могу сказать, что это потрясающе. Называется препарат Гармоникс. Вообще, я могу сказать, что я не зациклен в своем внешнем виде совершенно. У меня этого нет. Хотя Соня заставляет меня это делать. Как это называется? Орбитрек, да. Ходить на орбитреке. Тем не менее, могу сказать, что вот это прямо на глазах буквально за несколько дней поубирал вот эти узкие морщины глаз. Знаете, это прямо заметно. Могу сказать, что это потрясающий препарат. Я его сделал по принципу аюрведической медицины. Она говорит, что гармоничная работа печени может управляться определенными специями. Печень, шафран, почки кардамон, селезенка, там, куркума и так далее. Там сердце, мускатный орех и так далее. И вот здесь все ингредиенты есть. Я даже прочитаю. Шафран для печени, кардамон для почек, гвоздика для сосудов, мускатный орех для сердца, каолин для легких, яблочный уксус для лимфосистемы, мумиё энергетический и для кожи, иммунитет улучшает, черный перец, все заболевания кишечные, кожные, гранат, заболевания поджелудочной железы, метаболизм кишечника, полынь, все гельминты там для крови очень хорошо, ладан, кровообразование, там мозги и так далее. То есть это, по идее, препарат, который приводит человека к состоянию гармонии. Принимается легко, после него никаких ощущений нет, но на внешний вид сказывается, как-то, знаете, даже согрелся, мне кажется, лучше. Знаете, как-то даже перестал мерзнуть. Великолепный препарат, очень нравится. Он дает внутреннее тепло такое, здоровье какое-то, знаете, говорят, надо же такой здоровый, от него аж пар идет. Ну вот где-то такой же препарат. Буквально 2 дня приема, ощущение такое, как будто ты нагретый, и тебе все время тепло. Особенно подойдет тем людям, кто страдает гипертонией, кто все время замерзает, у кого есть неврологические заболевания. Супер. Будет 3-я ступень. Я, скорее всего, в апреле проведу 1-ю ступень. У меня есть огромное желание напечатать вот эту книгу, части которой я сейчас вам по чуть-чуть даю. Очень интересная получается книга, вот эти выводы или дневник. Я хочу такие книги выпускать 1 раз в год по 1 книге. То есть они будут выпускаться, я их хочу выпускать вот в таком виде печатной продукции. Также, скорее всего, я приглашу людей и зачитаю все пункты этой книги в виде вот такого видео. То есть я буду рассказывать каждый пункт и буду объяснять, что это такое. И это у нас будут такие чтения. Таким образом, перейдем немножечко в другой формат просто чтения. Также хочу сказать, что у меня по плану проведение семинаров «Тибетская формула», а также проведение школы или проведение пятничных бесплатных семинаров, а также семинаров целительства специально для жителей, проживающих на территории Америки. То есть по американскому времени с 12 часов до 3 часов дня во вторник, по американскому времени там с такого-то времени, то есть я это буду делать специально, буду вставать здесь в 6 часов утра для того, чтобы там с 6 до 10 провести сначала семинары для Америки, а потом с 12 провести для нас и так далее, и так далее. То есть это я планирую делать. Почему? Огромное количество людей у нас есть в Америке, которые обучаются в школе и которые хотели бы тоже получать информацию, и не всегда возможно в записи задать какой-то вопрос, который интересует. А мне все-таки хотелось бы это делать. Вот так. Препарат Гармоникс. Разрешаю войти в круг. Да. Анонсируйте запланированный новый семинар 2018 года. Семинар по ясновидению очередной я хочу провести. Это уже будет у меня 3-й или 4-й, Саша?
да, третий. Это будет третий семинар, который будет называться «Семинар ясновидения», связанный с проекциями золотого света. То есть у нас был совитур, это когда из глаза желтое, там золото и так далее. Дальше я планирую выпустить в этом году книгу, которая будет называться «Логос Деси». Это книга, которая буквально звучит так: слова, сказанные Богом для людей. То есть длительное время, на протяжении нескольких лет, пусть это и покажется смешным, но я общаюсь с энергией, которая называет себя Богом. То есть эта энергия дает мне информацию, и получилось достаточно большое количество информации, иногда очень меня шокирующее. При этом эта информация очень умная, могу сказать, что она очень изменила и школы, и, собственно, мои мозги тоже. Могу сказать, что очень интересная информация. Я ее опубликую, это как бы снятие или ченнелинг, прямое общение с божественной энергией, при которой вот даются ответы. Сразу же говорю о том, что я все-таки по этим ответам буду давать сразу свои объяснения, как обыкновенный человек или руководитель эзотерики воспринимает это. Ну и в дальнейшем думаю, что это может быть интересным. Я, скорее всего, проведу семинар и проведу его, и он будет у нас тоже как чтение вот во время проведения вот таких семинаров и в ИРТЕ. Дальше книга «Выводы», она уже сейчас будет напечатана, я думаю, что там через неделю. Дальше семинар, который, сейчас скажу, вот они записаны. Вот, называться будут «Оккультные механизмы для жизни». Вот он почти дописан. Из-за того, что год такой необычный, знаете, очень потянуло в оккультизм, знаете, и могу сказать, что в этом прав. Вообще, там, что такое оккультизм? Ну вот в моем понимании, допустим, человек может, допустим, выпить снотворное, он живет социальной жизнью. Человек может внушать себе: я считаю барашек, тогда он занимается НЛП-программированием. А в оккультизме нужно представить в голове сияющую зеленым или синим цветом плывущую букву «З», как будто это плавает двоечку или «З». Если ее представлять многократно или водить вот так глазами, то заснешь. Тогда какой это вариант или к какому варианту это относится? Можно ли его назвать оккультным вариантом управления своим сном? Вы представляете, я могу научить человека очень быстро избавляться от любого негатива, который был у него на протяжении дня. Вот если человек в течение засыпания концентрируется на одной точке, которая есть у него на теле, вот если он концентрируется на точке, то он утром просыпается так, как будто ему целую ночь делали массаж. Удобно, да? Можно ли назвать этот элемент оккультным? То есть вот все, что не попадает в школу, я решил сделать как оккультные механизмы для жизни. Дальше семинар, который будет называться «Эзотерика для лечения глаз». Он уже готов, и я думаю, что он будет одним из самых первых. Я его в скором времени, скорее всего, прочитаю. То есть я буду рассказывать, что такое настройки глаз, каким образом делать там пасы руками. Это не связано ни с умыванием, ни с питанием, ни с чем. То есть я покажу точки сборки энергии глаз. Что делать, когда смотришь в зеркало, чтобы улучшить качество глаза. Как двигать руками, там, что при этом представлять для того, чтобы настроить свои глаза. Великолепно работает. Кто был на морском курсе, помогло с глазами? Конечно. Там, как сделать торговлю очень успешной, это оккультные методы оккультизма, знаете, вот это все вот таких моментов очень много, и я их решил дополнительные вот такие семинары по оккультизму провести. То есть нарисуй символ, там плюнь, топни, там пробормочи, там еще что-то сделай и так далее. То есть я вот хочу немножечко в направлении магии поработать, мне это направление очень нравится. Я считаю, что это очень заметно отличает нашу школу от остальных эзотерических направлений. Я вообще могу сказать, что наша школа очень отличается. Сначала нас не принимали, сначала нас ругали, вот меня, это там отзывы были, это там мужчина в валенках, урод, там, зачем это все нужно, что попало трындит перед монитором, бубнит всякую чушь, идиот, почитал бы книжки, потом начали чуть-чуть относиться получше. Там кто-то начал писать: надо же, среди этого бреда появляются там еще ничего идеи, там умные мысли и так далее. Потом начали писать: надо же, это человек удивительный, он такие хорошие дает вещи, мы начали пробовать, сейчас пишут:
Вообще ничего не хочу. Вообще ничего не хочу. Буду только Дыко смотреть. Почему? Там прошла Пейчева, Ковалева, там кого угодно, но при этом пришла все равно в Дыко и там понимаю, что это эффективно, что это рабочее, что это вдохновляет, восхищает, удивляет, там, центрирует, создает. Я даже скажу про учеников, которые там 3-4 года после школы не работают в школе, не занимаются, не думают об этом, там пьянство или еще что-то, а потом обратно возвращаются. Просто говорят, надо же, когда пришло время полного падения, то нужно было что-то принимать или предпринимать. И мы начали возвращаться к тому, что у нас дала школа, но тогда мы это все делали неосознанно. Сейчас начали делать осознанно. Андрей Андреевич, конечно, много времени потеряли. Я обычно говорю, не надо заморачиваться, никакого времени никто не потерял. Все еще можно сделать, у каждого человека всегда есть шанс. Это будут новые семинары Нового года. Естественно, много будет семинаров, связанных с целительством. Сейчас есть такой вот семинар, я его очень не хочу давать на самом деле. Он называется «Коды» или универсальные, или продвинутые коды. Вот те коды, которые у нас есть, они очень эффективны. Вот эти коды, которые здесь есть, это коды 2-го уровня. И есть у меня уже коды 3-го уровня. Вы представляете, если читать коды 2-го уровня, то они в десятки, даже не сотню, не в 10 раз, не в сотню раз, не в 1000, а в десятки тысяч раз превосходят по мощности те коды, которые... А если 3-го уровня, то это уже в 300 тысяч раз, представляете? Но, естественно, вот то, что я буду, то, что есть коды 3-го уровня и их использовать, это уже может кого-то очень сильно, существенно поломать. Понимаете, поломать. И человек уже, это как ездить на велосипеде, и после этого человека посадить на самолет. Вот когда ты летишь на самолете, то там уже знания должны быть. Поэтому вот то, что получилось в итоге сейчас, как коды 3-го уровня, это уже, к сожалению, скорее всего, не могут получать люди, наверное, сразу. То есть это должно быть что-то, что может доказать, то есть человеку это будет безопасно получить вообще. И не разрушит мир, понимаете. И, естественно, меня, как человека, передающего эту информацию. Каждому коду сейчас я буду давать код и определенный символ, потому что школа начала развиваться еще более эффективно, и можно с этим работать. Очень много сейчас новых семинаров. Карты со дня на день должны уже, должен быть этот семинар. Карты, очень интересные карты вот чем. Обычно карты, когда человек гадает, то не знаешь, с чем пришел человек. А это такие карты, ее достаешь, и там плюсик, минусик, и нолик. Вот если достаешь плюсики или минусики, ни на что не обращаешь внимания. Потом достаешь нолик и читаешь, там написано первое. Этот человек, скорее всего, пришел, потому что, и там дальше написано почему. Представляете, удобно. То есть для меня было важно сделать карты такие, чтобы они прям говорили, что вот что от тебя хочет этот человек. То есть пришел человек и говорит, ну что там у меня? Ну сейчас. Ты пришел, потому что у тебя проблема с жильем. Или там проблема с бизнесом, или любовные проблемы. И человек будет говорить, ого, вот это да. А естественно, как подключить карты к себе, чтобы они работали, это будет проводиться обряд. И, естественно, с каждой из колодой карт я каким-то образом поработаю, чтобы она начала работать. Дальше. Смотрите, я грязный, вода чистая. Если я помоюсь, вода может стать загрязненной. Но вода может, по идее, быть загрязнена определенной энергией еще дополнительно. Если она грязь снимает, она может энергию снять какую-то, может. А если человек знает, как энергию выделить, сконцентрировать и опустить в воду, то он может зарядить эту воду каким-то образом. Это правильно. Сделаем так. Я, скорее всего, я могу воду заряжать таким образом. Можно воду зарядить так, чтобы человеку очень везло в жизни. Или чтобы очень быстро женщина там, или мужчина вышла замуж. Но для этого будет делаться маленький пластиковый контейнер, в него будет ложиться фольга, блестящим в середину, и будет туда предварительно сделанная вода заливаться. После этого запаиваться и сверху писаться, что это такое. Вот такой пластиковый контейнер будет работать как элемент или как метод работы по системе там, ляпко, там, или я не знаю, там, вот как КФС и так далее. То есть это может очень ярко переносить информацию, что туда в воду я планирую вложить. Символы, а также заклинания, а также работу вот персонально с человеком в очень мощной схеме.
Также будут такие карты, это будет карта 1, 7 ступень. То есть одел на себя и ту энергию, которую ты получаешь, когда проходишь 1, 7 ступень, получаешь напрямую от того, что у тебя есть вот эта карта. Или обретение способности ясновидения. Берешь там наработанные уже эти системы и прямая передача энергии. Невозможно ни в какие носители, должна быть жидкая система. Таким образом, ну, я сейчас попробую, если порошок магнитный можно сделать в виде пульпы, которая будет находиться в этом контейнере, то тогда, скорее всего, с этим в дальнейшем мы будем работать. Естественно, можно будет делать от разных заболеваний, но я планирую это делать так, чтобы это было не больше 5 или 6, ну, вот таких дисков или дискет, и конец. То есть их не будет много, там, здоровья, деньги, отношения, любовь и конец. Власть, там, 1, 7 ступень. То есть это будет вот таким образом. Естественно, это не может появиться быстро, но я думаю, что это в дальнейшем покажет свою эффективность. Первые пробные варианты уже были, достаточно эффективно это работает, могу сказать там по собственному опыту. Конечно, будешь. Будут карты использоваться с целью заработка? Конечно, карты можно будет использовать с целью заработка. Конечно, карты удивительны тем, что они ими очень удобно работать, в них абсолютно нету никаких арканов, там просто циферки, символы, и сразу же там 1, 2, 3, и они работают так. Человек достает нолик, потом либо плюс, либо минус, и там я буду объяснять. Если плюс, то не нужно ложить уже ничего. Если минус, нужно ложить, то есть либо добавляешь, либо отминусовываешь. И там расскажу, как их ставить, эти карты, так, чтобы они предсказывали судьбу. Они уже даже сейчас потрясающе предсказывают. Потрясающе, вообще потрясающе. То есть садишь 3 алкоголиков и 1 трезвенника. 3 алкоголикам достается карта «Зеленый змей». 1 трезвенник не достается карта «Зеленый». То есть что управляет судьбой этих людей, достается змей. Все. Там есть карта «Зеленый змей». Все, и получается, они настолько эффективно работают, вот насколько можно представить. Я попытался объединить между собой все знания, которые связаны с картами. Это знания карт гадания Ленорман, карты Таро и другие вот такие карты, которые могут позволить человеку хоть как-то определиться. В этих картах я убрал ряд значений и ввел новые, включая новые цифровые коды, а также символы, которые заставляют соединяться человека с вот этими картами. На каждой карте есть символ. Когда в человеке появляется определенная энергия, допустим, ему жутко не везет, то в его энергетическом коконе появляется символ невезения. Этот символ невезения в этой карте стоит. Если человеку не везет, ты эту карту обязательно достанешь. Он прилепливается к этому символу. И там на каждой из этих карт символ этот стоит, и он везде разный. Если взять символ и поставить в какого-нибудь человека, там жутко не везет, и поставить, то это уже черная магия. Поэтому те люди, которые будут у меня проходить эти семинары, они должны будут дать мне некую гарантию. Эта гарантия будет звучать как: все, что мы будем делать добро, а если мы будем делать зло, то нести за это будем ответственность самостоятельно. Предварительно были предупреждены. И я там в этих картах буду об этом говорить. Также там есть цифры зла и цифры добра. То есть как разрушить, как созидать. Это достаточно объемная работа. Могу сказать, что я хотел это сделать очень быстро. Но вы знаете, Гитлер тоже пытался за несколько недель сделать блицкриг. Знаете, но я как Гитлер потерпел поражение. Почему? Мозг замерз на подступах к России. Точно так же вот у меня произошло с этими картами. То есть у меня пошло, и потом раз и все. У меня было такое ощущение, я не мог на них смотреть. То есть я их отложил, у меня аж тошнило. Вот я не мог. И даже одна мысль того, что я вот хочу и к ним прикоснуться, вызывала у меня внутреннее страдание. Представляете? Это как в школе заставляли написать сочинение. Напиши сочинение, в понедельник напишу, потом в пятницу, уже в понедельник нужно сдавать. И в воскресенье вечером без 20:11, да, нужно написать сочинение. И ты садишься и ненавидишь уже. И все, уже аж болезненно в голове, и в теле, и в ногах, аж температура поднимается. Ничего невозможно. Вот так у меня с этими картами было. Вот сел и уже, я их не мог ни видеть, ни смотреть, и уже готов был от этого отказаться. Ну, путь духовный тяжел, знаете. После этого я говорю, значит, и мне, и им нужно отдыхать.
После этого отдохнул несколько месяцев и продолжил. И наконец-то их практически закончил. То есть сейчас я закончил, часть уберу, часть добавлю, и вот на этом будет завершено. После этого будет еще история дизайна, ну, слава богу, есть хороший специалист, а также история все-таки определенных энергетических подключений. То есть каждая карта внешне будет иметь определенный символ, это тоже имеет значение. И на этих картах, к сожалению, невозможно будет сыграть в дурака. Да, очень интересно, очень интересно. Будет ли в сентябре морской курс? Морской курс в октябре, скорее всего, будет проходить в Черногории. Также у нас морской курс будет проходить в мае. Он будет единственный, будет там, где и в прошлом году летом, в Крыму. Дальше будет в этом году, скорее всего, морской курс проходить на корабле на Мальдивах, как мы это проводили раньше. Он будет проходить осенью. И, возможно, зимний морской курс мы тоже проведем где-то, где еще не знаю, это будет либо Египет, либо, возможно, Тенерифе, может быть, на Канарах или еще где-то. То есть, скорее всего, мы место найдем. И это место будет подходить всем, ну, не знаю, источники, или Болгария, или Турция, какие-то теплые регионы и так далее. То есть найти это к радости несложно, главное, чтобы всем подходило. Ну что, давайте-ка сейчас мы дадим ссылку, да, до 13 марта. То есть у нас праздники сейчас 7, завтра 8 утром начать надо выпивать уже. 9 все должны обязательно поругаться. 10 все помириться. 11 воскресенье. 11 воскресенье. Все это время невозможно работать, понимаете. Первый день пили, второй день отходили, третий день ругались, 4-й день мирились, 5-й день на работу выходили. Ну, давайте до 13 числа, потому что это вторник уже, а с понедельника на вторник работа. Вот будет время, когда подсылать ссылки. Ну, это ж нормальный подход к жизни. Да, сейчас Александр отправит вам ссылку на скачивание обновленной первой ступени. Это от меня вам подарок для распространения. Вы можете распространить данную ссылку, сделать это до 12 числа всем своим знакомым и желающим. В случае, если у вас ее возьмут. То есть вы можете ее распространить, посвящая ее материальному или своему материальному благополучию. Вот сейчас Александр Клименко сбросил акционная первая ступень. Ссылка дана для участников данного семинара. Я хочу, чтобы вы ее не выставляли в виде поста у себя на страницах в ваших фейсбуках или ВКонтакте. Делайте это только путем отправки личного сообщения. Хорошо? Тогда это будет считаться. Не нужны люди, там, холодные контакты и так далее. Вы можете ее отправить как ссылку в Фейсбуке, ссылку в Вайбере, ссылку в WhatsApp, ссылку в Скайпе, ссылку еще где-то. Вот таким образом тем вашим знакомым, которых вы знаете или гипотетически знаете, ну, пожелав им там праздника 8 марта и дать им возможность скачать первую ступень до 13 числа. Это от меня. Как дань уважения, как настоящего мужчины, дань уважения всем женщинам. Мужчина может быть настоящим и нет, а женщина не может быть не настоящей. Так не бывает. Мужчина может быть не настоящим в случае, если он латентный гомосексуалист, если он патологический лгун, если он тунеядец или человек, который не берет на себя ответственность, он может быть как бы мужчиной. А вот женщина, она всегда остается женщиной. Даже если она врет, даже если она латентная гомосексуалистка, то она все равно женщина, понимаете? Поэтому женщины более настоящие, чем мужчины. Наверное, это не всем мужчинам нравится, то, что я говорю. Я не пою дифирамбом женщинам, я просто говорю о том, что женщины, они, конечно же, если бы был выбор, что заслуживает больше жизни на планете Земля, женщины или мужчины, то я уверен, что Бог бы выбрал женщин прежде всего. Почему? Женщины талантливые, женщины спокойнее, женщины мудрее, женщины ровнее, они бы так не разрушали все, они понятнее, постояннее, стабильнее, знаете, как такой стабильный кислород, понимаете? Мужчины же нет, они
взрывоопасные, раздражительные, предприимчивые, непостоянные, ну и так далее. Это все мужчинам свойственно. Вот так. Чему женщины должны обучать мужчинам? Знаете, есть очень хорошие слова. Можно подыграть и показать любовь или не любовь. Можно подыграть и показать там хорошее отношение или плохое. Но никогда невозможно подыграть нежность. Ее подыграть невозможно. Она либо есть, либо нет. Поэтому вот это то, наверное, что и можно назвать хорошими отношениями в семье. Это проявление вот такой нежности и проявление бескорыстной заботы. Ну, вот так, наверное, этим и идентифицируется, и, наверное, этим и вычленяется то, что называется любовь. Голова болит. Покурил, бросай курить. Нет? Я желаю всем успехов. Я также желаю всем хорошо отпраздновать сегодняшний день. Так, что мне сегодня подарили? Я сейчас посмотрю. О, я вам сейчас покажу, что мне подарили. Бейлис. The Original. Крем. Вот, посмотрим дальше, что мне подарили. Ух ты ж. Все, Дуйко будет уже... Это на 8 марта. Это на 9 марта. Сейчас я прочитаю. Ой, нехорошо звучит. Не могу прочитать. Можно не буду читать. Какикуй называется. Что за какикуй, не знаю. Какикуй. Вот это название. О, вот нормальный подарок. Виски Red Label. Это не что. О, как раз до 13 числа. О, снова какикуй. Ого, 50 градусов. 50 градусов нормальный напиток. Мы с Соней сейчас, вот завтра, сегодня приедем. Начнем, значит, сегодняшний вечер с Бейлиза. Завтра утром проснемся, полирнем какикуем. И закончим лейблом. Спасибо всем. Такое большое количество алкоголя дома. Даже не представляете. Я с морских курсов привожу, у нас целые там батареи его стоят. Когда кто-то приходит в гости, я дарю обычно коллекции, да. Достаю первое, что придется. И человек где, о, как круто, там хорошие виски. Итак, Игорь Мочеренко, вы не хотите там ничего сказать? Я же жду. Игорь Александрович Мочеренко. Все, немає, я понял. То, что он хотел сказать. А что он хотел? Вот давай. Я зачитаю. Ага. Давайте проголосуем за то, чтобы правление организации в 2018 году проводило по возможности каждую среду, кроме выделенных под общее собрание и РТЕ, собрания, общения или круглые столы на разные темы, касающиеся нашей повседневной жизни. Ведущим будет Андрей Андреевич Дуйко, без введения протоколов наших собраний. То есть просто собрались, задали нужные вопросы, а Дуйко ответил и еще что-то нужное рассказал. Пообщались и все. Давайте проголосуем. Кто за? Надо написать. Дело в том, что нам это нужно для внутренних органов. Они придут и нам зададут вопрос, почему не было протоколов? А мы скажем, вот вебинар за такое-то число. Сейчас Игорь запротоколирует в документах с юристом, что был проведен вебинар заседания, где Дуйко во время заседания зачитал протокол. Игорь Мочеренко сказал за, спасибо. Вообще огромное спасибо Игорю Александровичу Мочеренко за то, что он умудряется и проводить Сангая, и умудряется принимать людей, и умудряется вести совершенно бесплатно для нашей общественной организации юридическую работу, потому что является юристом высочайшего класса и человеком, который очень хорошо разбирается в ведении общественной деятельности. То есть мы сидим, разговариваем, а он целую кучу протоколов делает потом, понимаете? Это очень большая работа, хоть и кажется, наверное, совершенно бессмысленной. И Игорь Александрович, все люди проголосовали единогласно. Единогласно. Все самое великое создано мужчинами, строительство объектов мужчины. Спасибо вам за все, будьте здоровы и финансово благополучны.
Нет мужчины счастливого без счастливой женщины. Не бывает счастливой женщины без счастливого мужчины. Несчастливый мужчина делает женщину несчастливой, несчастливая женщина делает мужчину несчастливой. Пусть к вам наконец-то пристанет счастье и отстанет несчастье. Понимаете? Да, и пусть оно к вам так пристанет, чтобы потом не отстало никогда. Вот так. Кто за это проголосует за заседание? Да? Единогласно. Все за. Всех с наступающим счастьем. Я считаю, что этот день, он не столько связан, возможно, даже с мужчинами и женщинами, сколько связан с данью, наверное, уважения, которое мужчина может, данью ухаживания, уважения, который может мужчина проявить к своей женщине, потому что мы поставлены очень часто, люди поставлены очень часто в такой уровень или в такой ранг на протяжении жизни, что мужчина с утра до ночи должен работать, женщина с утра до ночи должна думать, там, за детьми смотреть, или тоже работать и еще и за детьми смотреть. И каждый в одну семью старается делать максимальную работу. И несмотря на то, что все сначала растят детей, потом там занимаются здоровьем, потом там созиданием, там дачи строят, дома, бизнес делают и так далее, совершенно не хватает времени для того, чтобы с бокалом вина друг с другом посидеть и подержаться за руки. А это очень необходимо. Это очень необходимо, потому что это должно сблизить людей, это должно сделать так, чтобы люди близкие начали трогательнее друг к другу относиться, чтобы иногда начали понимать, что есть тыл, что есть поддержка, что кто-то может поддержать и помочь и так далее. Это все и делается вот как раз вот в такие праздники. Почему редко только вопрос? Знаете, с чего-то нужно начинать. Хоть и редко, но зато пускай хоть иногда. С чего-то же должно начаться. Пусть этот день будет для некоторых людей перемирием в семье, пусть этот день будет забыванием прошлых обид, пусть день будет начинаться без слов «а ты виноват» или «ты виноват», или «твои родители в чем-то виноваты». Пусть это, наконец, будет семьей, где можно поддержать друг друга и найти лишь один повод для того, чтобы сделать отношения друг к другу трогательными, нежными, тонкими и чистыми. С вами был Андрей Дуйко. Вебинар ИРТЕ закончен. Все, выключаем. Сейчас, если еще удастся выключить.